Всем привет, дорогие друзья! На ваших экранах снова Generals, World Series. И продолжаем смотреть. На данный момент уже 1/4 финала. Последний бой. Маракар, Тимстеп. Маракар у нас египтянин, Тимстеп из Украины. Ну что ж, выбирайте, за кого будете болеть вы. Сегодня для вас на связи Ридик и Девид. Ридик, привет. Ты тут? Всех приветствую на этом историческом матче в какой-то степени. Поэтому усаживайтесь поудобнее, обязательно захватите чего-нибудь вкусненького. Кто смотрит записи, обязательно заварите себе чаек. Ну а кто будет смотреть в лайве, тем рекомендую сеться помягче и приготовиться к эпическому шоу. Ридик, что ты ожидаешь от сегодняшнего боя? Я ожидаю игру на характер, потому что два сильных игрока, оба эксперты. Если посмотреть по ладеру, разница в очках совершенно вот минимальная. И фактически она никак не повлияет на непосредственно игру. То есть шансы есть равные и у одного игрока, и у другого. А кого бы ты хотел из них увидеть в финале? Честно говоря, я думаю, что хорошо бы было, если бы все-таки прошел Тимстеп. Все-таки русскоговорящий игрок. Я поддерживаю как бы своих. Правильно. Вот это нормально. Так, ну что, ребятки, давайте, собственно, начнем. У нас, к сожалению, нет прямой трансляции именно непосредственно с места событий, но у нас зато есть горячие реплеи. Ну, не совсем с пылу с жару, но, в принципе, тоже свежачок. Кто не смотрел, приятного просмотра. Мы начинаем с первой карты Dralim Desert. Первую карту у нас выбирал Тимстеп, так как он являлся номинально хозяином данной встречи. Маракар у нас является принимающей стороной. Ну и следующую карту, конечно, будет выбирать Маракар. Но сейчас выбор Тимофея. Первая карта Dralim Desert. Ридик, ты готов? На счет 3. Так, подготавливаю реплей и готов. Давай обратный отчет. Давай. 3, 2, 1. Поехали. Карта Dralim Desert. И поехали. У нас Маракар стартует на этой карте на нижних позициях. Зелененький цвет. Напротив него на верхних позициях Тимстеп. Ванильный игла. Самый что ни есть. Фиолетовый цвет. Ну и у нас игра понеслась. Карта очень удобная, интересная. Не самая богатая на ресурсы. Есть несколько вышек в центре. 2 штучки. По углам карты по разные стороны есть еще по одной вышке. С одной и с другой стороны. Ну и на основной карте нижнего игрока и верхнего игрока есть ресурсный док, я бы так его назвал. В самом-самом углу карты. Ну и коробочки раскиданы чуть-чуть правее и в центре. Также коробочки имеются еще чуть левее в центре и правее. Коробочек много, в принципе, но их еще надо умудриться собрать. Та же самая история и у игрока сверху. Основной ресурсный док и коробки. Ну что ж. Очень рад, кстати, смею заметить, очень рад я видеть эту карту именно в предфинальном ВС, потому что на этой карте каждый World Series встречаются такие игры. И даже вот в этом World Series был напряг, особенно когда выпадал какой-нибудь китаец. Но у нас на карте 2 глашника, а это еще напряжнее. И надеюсь, игроки покажут достойную игру, достойную их титула и достойную их очков. Первый подрыв у нас осуществил Маракар, подорвал центральную норку Тимстепа и уехал, кстати, так и не наказанным. Села техничка в норку. А Маракар вообще в наглую просто ставит свою норочку слева в углу. Там есть подрывник у Тимстепа. Тимстеп его увидел. И побежал
его взрывать. Но тут, как тут, у Маракара появляется наглая техничка. Этот подрывник не добегает, и Тимстепу приходится свои технички туда вести для того, чтобы отменить строящуюся норку. И, кстати, отменяет. Маракар не достроил ее. В центре еще атака от Маракара. В этот раз уже квад подключается к этой атаке, плюс ракетчики. Техничка наелась где-то скрапов, и теперь она катается такая полная, заряженная, и стреляет из гранатомета. Очень хорошая супер техничка, она уезжает, кстати. Квад потерял Маракар. И Тимстеп тоже потихонечку собирает скрапики техничкой. Скорее всего, сейчас увидим бой таких супер техничек. Лычкованных, мощных, жирных, красивых и упитанных. Подготавливается Маракар небольшой группой атаковать центр рабочих. Тимофей, конечно, говорит, не пройдешь. И сразу выкатывает свою группу для того, чтобы остановить эту атаку. Тимстеп хотел поставить норку в центре справа, но там Маракар тоже увидел. Очень быстро отреагировал, рабочего уничтожил. И норку, кстати, Тимофею надо отменять, денежки хоть сэкономить. Но норку не отменяет, кстати. Ой, а здесь подрыв был от Тимстепа. Подрыв. Меняют, кстати, норки они оба друг другу. Что нижнюю, что верхнюю. Абсолютно, как бы правильно так сказать, синхронно, что ли, играют игроки. То есть все знают определенные стратегии, все знают, что такие норки пропускать нельзя. Единственное, что могу заметить, немножко расположение суплаев со стороны Тимстепа более оборонная, чем Маракар и пользуется, давя именно на ближний суплай, который он видит. Но особо там атаки не прошли еще ни одна, нормально. Ну, норку только раз что подорвал, рабочие там пока еще не страдали в центре. Рабочие на местах. Но самое интересное, оба игрока не могут пока перейти в центр. Что один, что второй. Маракар пытался зацепиться за левый фланг, не получилось. Тимофей очень быстро отреагировал на все это дело, отменил. Но у Маракара начинается преимущество по добыче ресурсов. Появляется у него 4-й ресурсный центр. Тимофей пока не отменял добычу с него. Но поехала техничка. Не дает Маракару строить свои норки. Но тут квады уже защищают. Ой, а здесь еще подрывы. Пытался Маракар уничтожить нефтедобывающую вышку. Тимстепу не получилось. Тимстеп очень грамотно отреагировал на этот выпад. Но там есть ребель. Карту видит. Ранний дворец все-таки у нас у Маракара первым будет. И, собственно, уже построился. Что могу сказать? Маракар довольно-таки сейвово играет. То есть агрессия была только в самом начале. И собирается играть в долгую. Это видно, потому что он начинает строить уже потихоньку рынки. Собирается задавить Тимстепа по экономике. Если у него не получилось уже по микро, значит будет играть по макро. Посмотрим, насколько хорошо у него это получится. Тимофей пытается атаковать через центр. И как контрмеру этим всем квадом выбирает Маракар боевой автобус. И просто крошит сейчас в салат все квады, которые к нему отправил Тимстеп. И поехал дальше. А дальше на очереди ресурсный центр. Несколько квадов вывел Тимофей, но этого будет мало для защиты. Но и Маракар туда дальше не поехал. Побоялся. Посчитал, что не хватит ему сил прорваться, или просто будет играть как-то по-другому, пока непонятно. Ну, полностью всю территорию себе забирают, что один, что другой игрок. Все, что им должно было по закону принадлежать, они тем и пользуются. У обоих игроков 4 ресурсных центра. Опять пошла атака от Маракара, в этот раз с левого фланга в центр. Боевыми автобусами пытается прорваться. Тут техничка с подрывом. Техничка неудачная, подрывники просто сдохли. Но это будет отмена дворца.
Да, Это дворец будет отмена пустой. дворца, если Team Step ничего не сделает. В дворце никого нет. Есть Джермен Келл, но да, нет, дворец все-таки не успеет он защитить. Хоть как бы ни крути, не старайся, еще и потеряет, скорее всего, ресурсный центр. Вышку уже потерял, дальше И потеряет рынок. рынок, который строил, да. И пытается Team Step, конечно же, остановить эту атаку, но очень грамотно разрезал сейчас оборону Маракар. Прорвался. Нашел слабое место у Team Step и поехал, кстати, следующую вышку уничтожать. А там тоже особо обороны никакой нет. Пытаются Rocket Buggy догнать эти боевые автобусы, но они тоже падлы очень быстрые, шустрые. Их тоже не всегда успевают останавливать. Ну и тут еще и домик занимает Маракар. Очень неудобный, неприятный и крайне сложно его выбивать. И скорее всего, что Team Step потеряет еще одну вышку на левом фланге этой карты. И оттуда выкурить будет очень сложно. Надо вести сюда токсотрактор. Я думаю, что Маракар просто так тоже не даст. Еще один домик занимает. Разделил группу, сидящих в центральном домике, на две части. И уничтожает вторую вышку. То есть по ресурсам сейчас Team Step начинает отставать. Плюс Маракар еще и в центре играет Rocket Buggy. Rocket Buggy уже, кстати, с апгрейдами. Квады без апгрейдов у Маракара. Тут только ракетчики встречают в центре. Ну и надо теперь что-то предпринимать Team Step. У Маракара полный комплект вышек. Полный комплект ресурсных центров. Еще строится Скатшторм. Да, проблема для Team Step. Бегает Ребель, смотрит, где что есть. О, у Тимофея. Разведка працює. Так, и поехал боевой автобус. А тут норки. Норки уже увидели его. Но я так понимаю, хочет Team Step провернуть то же самое, что сделал Маракар несколькими минутами ранее на левом фланге, только теперь уже на правом фланге у Маракара. Но Маракар не пускает. Маракар так просто не пропускает. Rocket Buggy встречают квады. Квадам сложно против Rocket Buggy. Боевой автобус. Кстати... Ой, тут еще и Джермен Келл у Маракара есть, но недолго, к сожалению, он жил. Больших успехов не добился. Пал смертью храбрых. Да, ну и Team Step потерял свою ударную группу, которую вел через центр. У Team Step, кстати, намечаются проблемы с атакой. У Маракара хорошая оборона. И на Rocket Buggy у Team Step нет до сих пор апгрейдов. Чего не скажешь про Маракара. На несколько выстрелов все-таки опережает Маракар. И до сих пор, кстати, так ничего и не предпринял Тимофей. Дворец новый есть, черные рынки есть. Уже тем временем у Маракара есть скатштормы. Скатштормы. И черные рынки. И много даже черных рынков. Даже очень. Тут еще надо понимать то, что все-таки скрытые норки от Маракара делают свое. Воевать против скрытых норок намного сложнее, нежели против открытых. Ты никогда не знаешь, откуда пойдет следующая скрытая атака, если не будешь таскать с собой радар. Но, как мы видим, одна атака все-таки прошла, и прошла удачно, и которая оставила Team Step позади и в экономическом, и в технологическом плане. Посмотрим, что придумает Team Step, чтобы противостоять Маракару. Смотрим далее. Апгрейд на Rocket Buggy уже тем временем сделал Team Step. Есть апгрейд на здание. Но кроме Rocket Buggy больше ничего, по-моему, нету у Team Step. Если что, в норках надо будет посмотреть. А Маракар уже взял и автопочинку на технику, и усиленные патроны для квадов. То есть в этом плане у него пока сейчас все хорошо. Уже и боевые автобусы есть. Скрапованные. А боевых автобусов пока от Team Step не особо видно. Рабочие. Ой, но вышку все-таки уничтожил Team Step в центре. Ну, хоть какой-то плюс. Чуть-чуть сравнял свои, конечно,
позиции с Маракаром, но тут, конечно, еще одну надо было уничтожить. Через центр пытаются атаковать Тимстеп, вернее, даже правым флангом. Тут же злые толпы от Маракара пошли. Ну и своим ходом ракетчики выбежали из дома и бегут обратно к себе на базу. Сейчас, наверное, в новый боевой автобус их посадит. Ой-ой-ой-ой. Ну, конечно, рокетбаги против злых толп. Там еще и Джермен Келл есть у Тимстепа. Далеко они, конечно, не продвинутся, эти злые толпы. Можно даже Маракару деньги не тратить на них. Хотя, может, где-то пробить и помогут. Нужно еще понимать то, что злые толпы довольно эффективны против норок противника. А как мы видим, Тимстеп довольно-таки много норок поставил. И также эффективны против зданий. Поэтому зачистить норки и зайти одним отрядом злой толпы, чтобы вычистить какой-нибудь рынок или барак, это благое дело. Привет, Андрей Григорьев. Спасибо, конечно. Сейчас поставим. Так, сейчас мы выровняем его по центру. Так, ну что, табло сделал поменьше, я думаю, так удобней. Пытается Маракар, конечно, прорваться. Не получается. Тимстеп довольно большую группу рокетбаги держит в центре. Кстати, если правый фланг у Тимстепа очень хорошо забит норками, то центр, вот такой вот, который смотрит в левую сторону, там только 3 норы. То есть, если сейчас, не дай бог, Маракар вздумает пойти через левый фланг, там у Тимстепа могут быть проблемы. Пока даже не думал, наверное, Маракар, что там пусто. Хотя у него тут кое-какая разведка имеется. То есть он видит. Квады расстреливают в упор злую толпу. Но тут есть Джермен Келл рядом. То есть квад мог бы выбить квад, на самом деле, но не стал. Так. И Джермен Келл от Тимстепа рядом. Сейчас И сейчас будет минус Шторм. Да, минус Джермен Келл Тимстепа. Ну и Скатшторм полетел на черные рынки, на дворец. Здесь дворец был. Ну, неудачно. Конечно же, сейчас играет Тимстеп. Одна единственная ошибка на левом фланге, и он очень сильно отстает технологически. У Маракара лучше получается, конечно, в этой встрече играть за глашника. Стелса. Ну, самое интересное, не пытается прорваться по левому флангу. Сдается Тимстеп. Но я думаю, что если по левому флангу бы атаковал Маракар Тимстепа, то там могли бы быть еще раньше закончится эта игра. Первый балл у нас получает Маракар. Ну и давай переносимся на вторую игру. Так, прежде чем перенестись на вторую игру, я заметил, у нас немножко десинхронизация идет по стриму. Потому что у тебя почему-то показывает 32 кадра, а у меня ровно в 31 идет. Ну я убрал. Давай, чтобы у нас ровно было 31 кадров, поставишь лок на 30, чтобы не было расхождений. Поставил. Так, ну что, давай смотреть вторую игру. На Так, счет погоди. Комментарий давай прочитаю. Тут Андрей Григорьев написал. Да, уменьши желательно размеров табла, счета, как у Блярыча, просто верхний экшен, за таблом не видать ни хрена. Ну, табло оно само по себе такое большое, я не знаю, сможешь ли ты его уменьшить? А где? Я сейчас не вижу этот чат. Сообщение просто было отправлено на модерацию, я попутно одабриваю, потому что все сообщения модерируются, поэтому... Не, ну вроде поставил поменьше.
Вроде как маленькая стоит. Так, ну что, поехали в следующую игру. Так, давай на счет 3. Давай на счет 3. 3, 2, 1. Поехали. Следующую игру смотреть. Так, у нас... Теперь уже посмотрим, как Маракар отыграет за обычного глашника, У а нас Team Steps реверс. за стелса. Маракар теперь на верхних позициях. Зелененький цвет. Зелененький цвет. А Гла самый что ни на есть обыкновенный, ванильный. Против него Team Step играет за стелса. Фиолетовый цвет на нижних позициях. Рабочие побежали. У Маракара в центре один только рабочий. Остальные как-то вторым темпом бегают на этой песчаной карте. Ну, пока что ничего не происходит на карте. Игроки только прицениваются и пытаются испробовать те тактики, которые у них не получились в первой игре. Естественно, Team Step сейчас будет пытаться поставить какую-нибудь скрытую нору противную, желательно на верхнем углу. А Маракар будет пытаться ее отбить и провернуть совершенно аналогичную ситуацию, только уже в правом углу. Но мне кажется, или у Team Step сейчас получится втыкнуть эту норку на левом фланге. Побежал рабочий и Ну. достаточно уверенно бегает. Поехала техничка. Интересно, поедет ли искать этого рабика? Или все-таки поедет с попыткой подорвать? Потому что там подрывники сели в техничку от Маракара и поехал подрыв. Поехал подрыв, но техничка такая, еле-еле-еле живая. И проезжает, кстати. Подрывает казарму. Ну, потеря казармы со старта игры... Нет, даже не потерял, она отстроится по новой. Смотри, куда рабочий забежал от Team Step на самый край карты по левому флангу. Отличный рабочий. Минку поставил. Но надо было туда лепить норку. Рабочий от Маракара сейчас увидит и просто приедет техничкой и раздавит его. Привет, Ромка. Здорово. Рома, приветствую. Так, ну поехали. Технички от Маракара через центр. Не успел. Успел Team Step свою вышку захватить. Маракар чуть-чуть позже приехал. Но там, кстати, неплохие технички с ракетчиками, с подрывниками. Но, опять же, в этот раз как-то не совсем уверенно. В прошлый раз, в прошлой игре, вернее, были подрывы норок со старта. В этот раз такого нет. Стоят рабочие друг на друга, просто смотрят. Походу забыл Team Step, что отправил туда раба. Я так думаю. Он просто встал, и Маракар строит там норку. Ой, а на правом Но фланге... при этом Ребель На бежит, правом фланге чтобы тоже этого норка есть. У Маракара, но не рабочего убить. такая. Не совсем агрессивная. Ой, а Team Step это не... Заехали течи. Да, неплохие технички приехали и начинают уничтожать казарму. Рядом квады есть у Маракара. Поехали защищать свою базу. Так, техничка поехала рабочих, раздавила неплохо. Это хорошо. Немножко экономику своему оппоненту почикать. И напрямую прям уедет к норке от Маракара. Так, уничтожил техничку. Но техничка, конечно, наделала делов. Временно Маракара тормознули. На таком уровне игры вообще, наверное, потеря любого здания может обернуться катастрофой для игроков. На самом деле. Очень... Я бы даже сказал, не то чтобы здание, а любого юнита. Каждый Да. юнит ценный может внести такой импакт, если выживет, что разницу сделает потом по ходу игры очень большую. Пока непонятно, Рома, справляется ли Team Step. Пока счет 1-0 в пользу Маракара. Теперь у нас реверс игра, и Team Step еще предстоит доказать, что он, как говорится, не лох. И пока вроде как более-менее получается. Вышки захватил, ресурсы добывает. 4 ресурсника имеет. У Маракара пока 3. И вышки позже Маракар захватил. По этому параметру он, конечно, отстает. И хорошо отстает.
от Тимстепа. Но Маракар такой живучий человек, что он может и, в принципе, еще сказать свое слово. Сам факт, что он позже вышки захватил и в некоторых моментах еще ничего может и не значить. Так. Перехватчик тут гоняет от Тимстепа. Пытается, наверное, ловить какие-нибудь скорпионы. Но скорпионами не играет. А Маракар только квады. Даже квад, если перехватить, то можно суматоху навести движ прям во вражеской группировке юнитов. Так что не стоит их терять. Еще один рабочий. Кстати, ну у Тимофея тут как у себя дома рабочие гоняют. Ну ставь норку ты, елы-палы. Из этой норы можно уже прям... не получится. Почему не получится? Ну, так там стоит уже норка. Или ты про какого рабочего? Ну вон, смотри, вот, на левом фланге стоит рабочий, просто втыкает. Пока он втыкает, Ну... мог бы построить там норку. И она он же еще за стелса играет. Знаешь, в чем беда? Маракар бы ее точно бы не заметил. И из этой норы можно было бы выпад прямо на базу Маракара делать. Но, видишь... Я думаю, все-таки вышечка подсвечивает. А, сейчас можно и проверить. Ну, рабочего Нет, видит. Кстати, Маракар рабочего не видит. Видит. Вот я смотрю экран Маракара. И есть, да, и рабочего увидел, видно. Увидел. Он основную базу Тимофея не видит, а вот базу видит. И Тимстеп должен, по идее, был видеть, что у него там рабочий был. Я думаю, сейчас, когда ему сказали, что ваш юнит потерян, он обратил на это внимание и думает, ёп, вот это, конечно, там рабочий стоял. Я его, конечно, потерял зря. А мог бы сделать немножко, навести шорох у Маракара. У Маракара уже дворец есть. А у Тимофея уже пошли черные рынки первые. То есть в плане экономики все-таки ранее перехваченные вышки все-таки дают свой бонус. И неплохо даже дает. А чё ты чуть не сгорел? Что случилось? Но потихонечку Маракар выравнивает ситуацию по добыче ресурсов. Установил. Так, хотел Тимстеп выехать. А тут подрывники, кстати, сразу две норки уничтожают на правом фланге. Да, ну, подрывники законтрены были. Фу. Так, мотики. Мотики на левом фланге у Маракара. Там, кстати, по вышке. Вышку выбивают. Вот, молодец. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, хорошие мотики были. Но я так понимаю, он вручную их садил подрывников на эти мотики. Да, да, по-любому. Казарма находится рядом с заводом, поэтому почему бы и нет. Так, еще одна техничка приехала с подрывом, подорвала уже оставшиеся каркасы нор. А, привет, Генни Гек. А что это у тебя все тени выключены? А зачем они мне надо? Мне, в принципе, и без них неплохо. А вообще, чтобы не загружать, не нагружать лишний раз комп. Чуть-чуть подкрутил немножко настройки. Тут скорее не нагружать комп, а не нагружать движок, Да, который, потому к что сожалению, движок- сам себя перетянуть не Да, может. в прямых эфирах просто бывает такое, что игра начинает просто резать кадры и ну ее в баню. Так что лучше мы посмотрим игру без теней, но зато с нормальными кадрами, чем когда с тенями, но с минимальными кадрами. Нахрена оно надо? Так, это подрыв еще один заезжает от Маракара в центре. И там же находится и боевой автобус. Джармен Хелл отстреливает касатиков. Ну, боевой автобус, потеряв часть своего состава, перевернулся. Но, кстати, не добили его. Еще чуть-чуть надо было. Интересное решение от Маракара. Пошел Маракар в лейт и ставит уже каркас скат шторма. Но в то время Тимстеп отвечает целыми двумя каркасами и одним недостроенным. Но это Но можно мне сказать, кажется, в даже этой игре Маракар Тимстеп отвечает. играет получше. Да, Маракар отвечает наоборот на два скат шторма, потому что там они быстрее строятся.
Скорее всего, что разведал территорию, увидел 2 каркаса и думает, не, надо тоже свой ставить. Че, я лох, что ли? Надо что-то делать. О, хороший подрывник, но не хватило вторую норку забрать. А Маркар, кстати, стелсит свои норки. Правый Да, я флаг. разраб Shockwave Classic. По поводу твоего вопроса, Ром. На самом деле все изменения, которые я делаю, они очень могут кардинально прям поменять геймплей. Даже то, что мы имеем, это было сделано с той точки зрения, чтобы, допустим, что-то замедлить, но в то же время что-то ускорить. Вот у меня получилось это как? У меня из-за того, что я провел оптимизацию кода, у меня освободилось лишнее место, скажем так. И игра стала лучше работать, она стала работать быстрее. И чтобы непосредственно это хоть как-то сбалансировать, я пошел на вот такую вот меру, чтобы чуть-чуть увеличить ХП, чтобы опять же зрелищнее, чуть-чуть там армора увеличить у разных типов юнитов, а также непосредственно замедлить немного геймплей, потому что если бы я оставил на том уровне, какой был, то геймплей бы был рывками, и это было прям видно, потому что игра сама себя перегоняет. Вот такая проблема у нее произошла после этого всего. Ну вот я нашел как бы выход. Так, ну пока ты рассказывал за разработку Shockwave, у нас Маракар как пошел в злые толпы, так и потерял их на одном кваде. Но он, кстати, от злых толп не отказался. Походу, любит играть злыми толпами. Ну а у Тимстепа получается лучше, конечно, игра в этот раз. Он еще одну вышку уничтожает в центре. И продолжает потихонечку идти вперед. Маркар, конечно, тоже пытается что-то огрызаться, но в этот раз уже не так все хорошо получается. В этот раз сложнее ему. Но все-таки стелс, наверное, в отличие от ванильного глашника, все-таки за счет скрытых нор будет поэффективнее, да. Определенно. И это вот, кстати, показывает разницу между похожими стилями игры и в целом похожими скилловыми игроками, насколько все-таки решает скилл генерала. То есть тут просто одна скрытая нора игроку дает больше преимуществ, чем, допустим, 2 обычные норы. И по экономике в том числе, ну и, соответственно, по игре. Маракар любит играть злыми толпами. Опять они поперли вперед вместе с Rocket Buggy. Но в этот раз, наверное, не прокатит. Боевой автобус перевернулся несчастный, еще и сгорел. Ну как сказать, гля как норки закрывает Маракар. Ну, одну только забрал, дальше они не прошли. Там, сейчас вторую забрал. Там квад, в принципе, справляется легко. Слева опять собирается злая толпа. Ну, много злых толп на самом деле. Пытаются миксовать их с Rocket Buggy. Есть German Kell. Ну и Маракар по одному юниту пытается отстреливать. Но этого мало будет. Надо еще хотя бы 10 таких German Kell'ов, чтобы такую группу у Тимстепа забрать. Ух ты, Тимстеп сейчас достроит 3-й Скатшторм. Меня уже достроил. Все-таки все равно меня что-то 14:08 происходит. 14:08. 14:12. Ага. Я чуть-чуть встает, наверное. Да. Вот, у меня 14:15 я поставил. Самый слабый в Зерахауэр это танк. Ну да, вот в Шоквейве нет. В Шоквейве это Да, в сволочь, Шоквейве- блин. Оверлорды, конечно, дадут, так сказать, Макара всем остальным генералам. Хотя Особенно в многие умелых игроки его руках. недооценивают. В умелых Да. руках он, конечно, зверь. Так, ну чё, опять квад выбили, но потихонечку начинает Тимстеп поджимать. Уже норки начинают выбивать.
Слишком много злых толп. Ну, на злые толпы, конечно, квады это самое то. И слева... Ну, он Rocket заставляет Buggy как раз. делать много квадов. Кстати, тимстепа тратится не только на рокетбаги, но еще и на квады. А вполне себе по экономике выходит даже приблизительно на то. То есть он выводит юниты, выводит злую толпу. Насколько я помню, злая толпа стоит в районе что-то либо 700, либо 600. Ну, вот полетел где-то так. Скатшторм на военный завод и черный рынок на правом фланге. И сносится под ноль. Черный рынок, военный завод через какое-то время по новой строится. Ох, здесь в центре, конечно, заруба. Замес. Да, но злая толпа далеко не не пробежалась, кстати. Ну, отстроятся эти норки. Надо новое собирать. Так, да, и тут не может отстроиться новый военный завод. В центре у Маракара уже денежка закончилась. Ну и тимстепа тоже там уже все. Но теперь начинается затяжная игра, вторичка. Сейчас полетят скатштормы всевозможные. Кстати, там уже новый скатшторм построился, четвертый. И И готовится сдается еще Маракар. запуск. И сдается, да. Получает свой первый балл в этом противостоянии тимстеп. Ну да, в этой игре, конечно, у тимстепа получше получилось. Ну да, я думаю, все-таки скрытые норы. Но я думаю, что мог бы и раньше. Несколько рабочих у Тимофея все-таки пробежали очень прям красиво. Но норки так и не было от них. А если бы была бы нора, то это было бы прям вообще печаль, беда для Маракара. Чуть ли не со старта. Если еще пропустил бы эту атаку, то, думаю, было бы очень сильно больно. Ну давай смотреть третью игру. Вот, Да? да, у нас карта от Маракара. Вечный наш спор. Синяя дырка или синее пространство. Или голубая дыра. Или голубое пространство. Как, кому как. Голубая лагуна. Blue Hole карта. Давай смотреть следующий бой. На счет 3. Раз, два, три. Поехали. Так. И кто там у нас? А у нас Battle Bass опять. Баракар у нас токсиновая игла генерал. Зелененький цвет на верхней части карты. Против него токсиновая игла генерал на нижней части карты. Фиолетовый цвет тимстеп. Вот. Игла Миррор. Токсиновый. Если быть конкретнее. Давай 3D включи. Как-то по-глашному у нас начинаются игры вообще в целом. Что первая, что вторая игра. Посмотрим, какой скилл покажут игроки в этот раз. Угу. Слушай, ну карта большая, богатая. На начальных этапах может быть какой-нибудь быстрый подрыв тоже может зарешать. Все-таки не все моменты можно уследить на таких больших картах. Где-то свободные бреши на старте по-любому появятся. Пока они не построят полностью фронт от левого верхнего угла до правого нижнего угла, так по диагонали. Смотри, у меня, короче, камера стоит на плюс 100. Не знаю, на какие 310 ты хочешь, чтобы я тебе поставил. Если я поставлю на 310, это будет стиль а-ля Баламут. Смотрите, представляешь поставить карту на плюс 110? На плюс 310? Как тебе такое? Когда-то в свое время, когда в контре я был, мы играли и с камерой побольше. Ну вот Ну, камера блин. 310, то что ты просишь. Во. 310, да. 310. Во, камера Нет, 310. самое главное 290, как в оригинале, чтобы был дозер на весь экран. У меня стоит соточка, чтобы больше захватить моментов. Очень удобно и комфортно. Все видно, не слишком близко и не слишком далеко. Так. Тимстеп захватил вышку, не успел ее отменить.
странно. Две технички не справились с одной. Или она настолько мощная, или как? Она двухлучковая. Ага. Так. Ну что, пошел перехват Маракар вышки, который он недавно провтыкал. Ну, а Тимофей... Степ взял себе повышение на лычке. А вот Маракар не взял. Скорее всего, будет копить свое повышение на кэш-баунте. Может быть. Ну, кстати, но техничку потерял. Тут игроки так забрали себе по одному флангу. Если Тимстеп взял левый фланг, угол, то у Маракара в контроле правый фланг. Все никак не заберет себе обратно эту вышку. Кстати, по вышкам, по-моему, преимущество... А не, одинаково, в принципе. Тут 2, 3. У Маракара... Единственное... Две. Нет, у Тимстепа преимущество все-таки по вышкам. Да, У него 5. быстрее ресурсы 4. копятся. Там 5, у Тимстепа 5 вышек, а у Маракара пока 4. Но пятую, кстати, он только что себе перехватил, теперь поменялись местами. Теперь у Маракара 5 вышек, а у Тимстепа 4. Но стартовый капитал... Тимстепа суплай. У него построен суплай в верхнем углу, а у Маракара только что достроился. Ну, плюс-минус, если брать, так в целом, наверное, в равных условиях. Танки и драконы друг против друга используют. Танки-драконы? Может, скорпионы? Ой, драконы. Скорпионы, точно. Я уже от этих генералов уже мозг плавится. Уже драконы, скорпионы. Уже все смешалось. Кони, люди. Скорпионы, драконы. Так, по правому флангу решил Тимофей испытать, насколько же там сильно закрепился Маракар. Но дальше, кстати, не поехал. А мог бы, там только одна нора. И Маракар только сейчас начинает их укреплять, эти позиции. Почему читаки? Все нормально. Говорит, Маракар и Тимстеп читаки, прикинь. Так, ну тут дом, конечно, неудобно Маракару. Так быстро стреляют. Ну, как сказать, быстро. У них просто есть невидимая, есть невидимая рука рынка, у них есть невидимый скилл, который зачастую игроки некоторые не понимают. А как это так, у него юниты больше урона, что ли, наносят? Нет, он просто ими правильнее распоряжается. В какой-то момент вручную наводит, а в какой-то момент может отвести вовремя. Да. А ты гадай, что то или иное случилось. Подрыв вышки, кстати, вышку так себе Тимофей не забрал. Кстати, там сдохли на своих же токсинах подрывники, поэтому вышку можно отремонтировать, еще и захватить. Это как вариант. И пока паритет. Оба игрока пытаются... Один защищает верхний угол, левый. Второй пытается атаковать. Внизу, кстати, пока спокойствие, тишина и умиротворение. Что конкретно там по базовому, пацанов? Уже есть дворцы. И пошли первые черные рынки. Правда, через фейк у Маракара. И дворец также есть у Тимстепа. И тоже через фейковые черные рынки будет строить свои. Правда, там два черных рынка фейковых. Сейчас их проапгрейдит и будет то, что надо. Получит небольшое преимущество. Слишком много боевых автобусов у Маракара. Скорпионами тут, наверное, делать все-таки нечего на правом фланге. Надо тоже... Определенно точно нечего. Нужны рокетбаги, чтобы купить басы. И мне кажется, очередной отличный заезд у Маракара. Очищает норки и все-таки отступает. Так, я мог чуть-чуть бы звук, нормально заехать. чуть-чуть звук порежу. Слишком игра громко у меня. Так, у меня 7 минут ровно. Синхронизируемся чуть-чуть. 7.08, 0.9, 7.08, 9, 10 и так далее. Ага. Чуть-чуть, там на пару секунд у тебя вперед идет. 15, 16, 17. У меня сейчас у тебя 15. Ага. Сейчас поставим. Так, ну боевых автобусов много, а Тимофей еще не перестроился играть против боевых. Против
боевых автобусов слишком много. Да, реально много. Маракар уже переходит с центра коробки собирать. У Тимофея там только один ресурсный центр. И 2 у Маракара. Ну, много. Боевые автобусы, кстати, от Тимстепа с верхнего фланга. Но там... Нет, они законтрятся. Меня больше смущает то, что Тимстеп активно пошел в скат-шторма. И опять же, первый скат-шторм мы увидим от Тимстепа, а Маракар вот только начинает строить дворец. Угу. Чё дворец? Вот, Так, есть дворец у него уже. Ой, не Он дворец. командный это центр строит. Командный центр, да. И перепутать. Тоже, наверное, уже кипятильник работает. Да, И после скат-шторм рабочего от дня тяжело. Маракара. Мгм. А у них, кстати, синхронно первые скат-шторма появились. А где у Маракара первый скат-шторм? Ага, вот он, на правом фланге. То есть у Ага. них с разницей в 1 секунду они будут запущены. Ну, все-таки у Тимстепа. И второй. А, нет. У Маракара побыстрее. Мгм. Интересно, интересно. Ну, практически Где? одинаково появляются. Ну, посмотрим, как это отразится в целом в дальнейшей игре. Как мы видим, тайминги оба игрока знают. Таймингом Ну, оба игрока И следуют. одинаково играют. Я бы не сказал, что сейчас у кого-то из игроков особо там сильно ярко выраженное преимущество есть. Немножко там какое-то время у Маракара больше ресурсников было, но Тимстеп сейчас выравнивает это положение. Появляются и у него тоже дополнительные ресурсные центры в центре. И поехали боевые автобусы. А их встречают точно такие же токсиновые боевые автобусы. Там, кстати, где-то Джермен Келл есть, да. Джермен Келл есть у Тимофея. Но тут 1-1 по факту. Атака в никуда просто. Но один боевой автобус все-таки остался у Маракара, но он явно им не пойдет в атаку вперед. Оба, говорит, игрока все-таки читаки. Ну да, ну твое субъективное мнение. Просто я думаю, что игроки на про уровне играют, и нам обычным, как говорится, земным смертным все кажется внеземным, когда мы смотрим, как у кого-то получается то, что в обычной жизни не увидишь. Так устроена человеческая психика, так появились первые религии, когда молились на необъяснимые события и происшествия. Так и тут. Ух ты. Слышишь, с точки зрения зрителя, Геник, Гек, это два божества играют, потому что они играют как-то неестественно, нереально. Тут в центре заруба происходит. В этот раз Да. Маракар решил перейти в атаку. У него получается, он почти что отменяет суплай. Ну, по крайней мере, большую часть рабов он задавил. И через контрол пытается достать. Не дотягивает. Нет, Достает! дотягивает. Достает! Дотягивает. Ну и поехали рокетбаги пытаться добивать эти боевые автобусы и сразу высаживается. Еще еще подъехала группа. Ой-ой-ой-ой-ой. А Тимстеп-то есть чем защищаться? Ну У есть него там только басы Джермен пустые Келл. на базе. Джермен Келл и несколько рокетбаги, там, несколько ракетчиков. Так, поехали боевые автобусы от Тимстепа. Ну, я бы не сказал, Нет, что не сильно. пустые. Ну, не фул засаженные, кстати. Не пустые. Ну иди скажи организаторам, что у вас игроки использовали читы. Че ты ко мне прицепился? Я просто смотрю игры, комментируем с ребятами. Есть организаторы, я могу тебе дать контакт, иди и им расскажи, как эти игроки использовали читы и как у них должны технички стрелять, а как не должны. Вопрос... Не стоит нам Я тут не понял. рассказывать. У них и так были две лычки, и они были без скрапа. Я это еще акцентировал в самом начале. Смотри, внимания. есть сайт Game Replays, там сидит организация этого турнира. Я могу тебе дать ссылку, к кому конкретно обратиться. Можешь в легкую пойти, обратиться к тому же Фениксу. Да и там их несколько организаторов. Поча, Феникс. И можешь им написать, что вот у вас Маракар и Тимстеп, вот такие два негодяя использовали читы, причем одинаковые.
У них технички одинаково стреляли с неестественной скоростью. Я думаю, они тебя услышат и накажут игроков, и снимут их с турнира обоих. Оставят без призовых, а ты останешься доволен, потому что ты такой красавчик, заметил то, чего не заметил никто. Ну, конечно, мне кажется, маловероятно, что такое будет, но попробуй, чем черт не шутит. На левом фланге, ну, в углу вся движуха сейчас происходит, но опять не может нормально прорваться Маракар, хоть и пытается, большая группа у него была. Вторым темпом атакует Рокетбаги, потихонечку уничтожаются норки. А Тимстеп будет чем-то отвечать вообще или нет? Он пока как-то Маракар более активен в этом плане, несколько раз атакует. Стакат Шорм полетел, только вот куда? Сейчас будем следить. А куда поехал? Полетел. Ага, по вышкам вверху. Ну, Отлично. кстати, а у Маракар пока по вышкам не бил. Это небольшое преимущество. Ну, а ты попробуй допиши. А ты попробуй. Я думаю, если тебе интересно, ты в чем-то хочешь убедиться, можешь скачать реплей и как бы сам посмотреть. Где Да. там естественно, где неестественно стреляют. Я тебе по опыту разработчика могу сказать, что любые читы типа урон невозможны. Это приводит к десинхронизации игры. Да не, слушай, пусть идет и рассказывает эти свои сказки на сайте, на форуме. Плюс еще есть защита от читов анти-чит-кентул, и которая каждую секунду скрины отправляет в облако, где эти скрины... Да, потом кстати, без гентула рассматривают. участие запрещено на турнире, поэтому не смогут игроки использовать сторонние приложения или что-нибудь там того для того, чтобы читерить. Но это, знаешь что, это отвлекает нас от игры на самом-то деле. Давай не будем отвлекаться Да, на него. да. Александр, Я тоже согласен. я прошу, дай человечку предупреждение. Если пишет, то по игре не надо тут нам писать то зачем мы тут не для чего мы здесь собрались. Так что следующее, если будет продолжать, можешь отстранить на несколько минут, чтобы он немножко угомонился. Разрешаю использовать. Так. У Тимстепа, кстати, атака проходит, и стали басы. И достают до скат-штормов, и один бас выезжает. Слушай, ну тут неплохие батлбасы заехали, хорошие. Да. И сейчас отменит, да, все-таки отменил один скат-шторм, это уже преимущество. Так, ну там Джармен Келл работает, в домике сидит, Да. сволочь. И мешает пацанам, хорошим ровным пацанам дойти до скат-шторма Маракара и уничтожить его тоже. Но очень много потерял, как по мне, в этой атаке Маракар. Так, скрытая атака в ответ Маракара. От Маракара. И тоже берлога, что за здание был у Тимстепа. Но недолго, конечно, жила эта норка. Тимстеп ее закрыл. Я заранее сразу говорю человеку, если ты хочешь поговорить о мододельстве, поделиться своим богатым опытом, переходи в Discord. После стрима мы можем спокойно это все обсудить и поговорить. Не надо разводить негатив, хотя это я понимаю активность, но все равно не отвлекай. Не, я не хочу, чтобы людей тебя от игры. отстранили на самом-то деле, но, понимаешь, как бы ты очень сильно отвлекаешь нас от реальной игры. Так, полетел очередной скатшторм. Так, а куда он полетел? Куда-то полетел, ага. Полетел на скатшторм Маракара. Ну, кстати, он его не добил. Не хватает силенок. А тут рокетбаги, слушай, прямой наводкой еще по одному скатшторму бьют, а там и второй рядом. Джермен Келл от Маракара. Но боевые автобусы, конечно, со всеми этими наглыми рокетбаги справляются. А тут до сих пор писают, не могут дописать на этот боевой автобус.
А он все находится на одном и том же месте. Слушай, Тимстеп потихонечку теряет тоже позиции. Он Ну как- да, поджимает его Маракар и с одной стороны, и с другой стороны. Он два угла На потерял. истощение проигрывает. Да, он два угла потерял. Там все-таки коробочки можно собирать. Да, ну продолжается такая активная оборона у Тимстепа. Вперед особо не лезет, но и врагу тоже не дает свои атаки осуществлять. Полетел ответный Скотшторм, тоже по вышкам. Теперь уже страдают вышки у Тимофея. Но это, кстати, плохой, конечно, плохой удар был для Тимофея, на самом деле. Он немножко по ресурсам отстает. А вот, кстати, еще одна скрытая атака. Что там? Там Скорпион выехал. Ох! Еще один Скотшторм. Ой, по своему же боевому автобусу прилетела неудачная, конечно, скрытая атака. Была использована Тимофеем. Ну, может, следующая. По своим же Скотштормом, по своим же юнитам. Но, кстати, скрытую атаку... Ну, а что поделать? Скрытую атаку так и не закрыл Маракар. Это опасная атака, и в целом тут нету других вариантов. Если у тебя есть под боком повышение в виде Скотшторма, Да. почему бы его не использовать? И еще один Скотшторм у Тимстепа уже есть. Сейчас посмотрим, куда он его запустит. Ну, пошла игра чисто с Скотштормами. Да, пошел дикий лейт. Ну и теперь у кого яйца стальнее, тот и победит. Получается так. Два Скотшторма у Тимстепа тем временем появляются. Сейчас должно прилететь где-то... Ну, не знаю, по ресурсам, наверное. Да, по ресурсам. Я прям как будто знал, что сюда ударит. На правый фланг. На этот маленький островок. Ну еще бы задеть И еще два один, Скотшторма, наверное, да? и Еще потенциально один. может добить его. Еще один запустил куда-то. Скорее всего, теперь на другой фланг. А, нет, все туда же. Прилетает, добить. Кстати, сразу два Скотшторма закрывает. Хороший был вариант. Но теперь очередь Маракара отстреляться. Ага, это по дворцу. Но, скорее всего, дворец не выживет. А дворец, к сожалению, не выживает. Надо будет новый дворец Тимофея. А может, где-то у него запасной есть? А, нет, нету запасного. Побежал рабочий строить. Так, ну под Скотштормам у них, в принципе, равновесие. Еще один Скотшторм от Маракара. Поехали басы в атаку, и сейчас будут наводить суету, и у них это отлично получается. Так, Но есть Джарман Келл. да. Ну вот Джарман Джарман Келл. Келл это проблема. Твою базу защищает. Еще одна скрытая атака. Куда? Куда скрытая Наверное, чтобы бас спасти. Или попробовать добить Скотшторм. атака? Ага, там Джарман Келл есть. Ага, для отвлечения, видимо, поставил его. Ну, он хотел Скотшторм уничтожить. Не получается у Тимофея. Джарман Келл очень злой. Трехлычковый еще, по-моему. Ну, так он там уже давно стоит. Дежурит. Да, Джарман Келл на стреме. Да. Стрёмный тип Можно на было бы стрёме. посмотреть статистику по юниту. Посмотреть бы, сколько конкретно он настрелял. Я думаю, там прилично. Так, Маракар. Войск потеряно 254, войск уничтожено 234. Тимстеп. Войск потеряно 334, войск уничтожено 188. То есть потерь у Тимстепа больше. Определенно. Причем почти на сотку. Ну, я не буду там сильно в математику вдаваться. Но Маракар как-то живучий оказывается в этой игре. А у нас же ждет еще второй бой. Второй миррор на этой же карте. Так. Скрытая атака от Маракара. Он там слишком много норок. Плюс домик засаженный. И еще и токсины использует. Нет, токсины дальше. Токсины дальше летят.
Так, а куда я использовал свой скоршторм? Или мне показалось? Мне показалось, значит. Не, ну тут, мне кажется, Тимофей сейчас пойдет на следующую игру. Эту мне Да, кажется, он уже не это вытерпит. уже все, они морально устали, обои, причем игрока, прям чувствуется вот этот вот дефицитно-ресурсный износ, когда на тоненьком стараются, на тоненьком играть. Чистая игра пошла с каштормами. Кто удачнее ударит, кто быстрее убьет. Полетел еще где-то звук скатшторма. И бедный Тимофей сейчас будет принимать лицом еще. Да, и принимает прямой наводкой по еще одному скатшторму. Нет, мне кажется, не вывезет. Слишком много скатштормов у Маракара осталось, и слишком мало базы у Тимофея. Я мог так охарактеризовать эту ситуацию. Причем в некоторых местах уже в обороне бреши образовались. То есть в них может смело сейчас Маракар пролезть в атаку. И, допустим, вот слева есть место. Боевыми автобусами заезжай не хочу. Скорее всего, сейчас туда и поедет. Скорее всего, туда и поедет. Ну, тем более много ракетчиков скопил Маракара, осталось только, да, выходят басы. И это будет, наверное, решающая атака, я думаю. Ну, Тимстеп, кстати, не унывает. Он еще что-то пытается сопротивляться. Даже на правый фланг поехал. Но там очень-очень-очень-очень все печально. Далеко не проехал. Один боевой автобус. Сразу же его отстреливают. И пошла охота за ним. Ну и что есть? У Тимофея один скатшторм остался. На все случаи жизни. И он же с одного залпа не добьет. Я добил. Да, нет, он не даст ему, во-первых, Джарман Келл. Во-вторых, сейчас базы подъедут, да, и закроют. Так, и пошел единственный оставшийся скатшторм у Тимстепа в атаку на недобитый скатшторм Маракара. Так, у тебя сколько? У меня 25 минут ровно. 24:42. Все-таки отстает. 25:08 и Тимофей сдается. Ну, спойлернул. Так, Маракар получает 2-й балл. Давай смотреть следующий бой, что ли. Немножко опять здесь Так, рассинхрон словили. касаемо сразу комментариев. Генчик, остынь, брату. Если тебе что-то хочется доказать, если ты хочешь продемонстрировать свой контент, без проблем, переходи в Discord, пиши, тем более Discord, не знаю, Discord Шоквейва есть под стримом вообще? По-моему, Или был. только твой? Ну, без разницы. Переходи на Дебита Дискорд, меня ты там найдешь, я буду светиться в плашке как тех модератор. Да, он. И спокойно как бы можешь мне скидывать все, что ты хочешь в ЛС, но и после стрима можем спокойно это все обсудить. Потому что на стриме я не вижу смысла тут разводить скандал, у кого мод круче, у кого, как говорится, больше. У кого шишка ярче. Да. Так, ну что, давай поехали. Карта Элфи. Второй раунд на Blue Hole. Давай подожди, у нас второй раунд. Я уже перескочил один бой. Уже все. Я уже поехал. Да. Давай, короче, запускаем на счет 3. 1, 2, 3, поехали. Посмотрим, возьмет ли Тимстеп реванш. И у нас реверс теперь. Тимофей у нас на верхней части карты, а Маракар внизу. Первая, конечно, карта вроде шли нос к носу, там пузика к пузику, писюн к писюну с Маракаром, но не получилось у Тимофея. Все-таки у Маракара руки оказались подлиннее, скатштормы посильнее, и для Тимофея придется сейчас
по новой попытать свою удачу на этой же карте, только на другой позиции. Сыграть против этого жесткого египтянина, конечно, я не знаю. Сильный игрок, ничего не скажешь. Пока игра, слушай, ну синхронно как-то. Да? Вот если смотреть абсолютно, по карте, как абсолютно бегут разбегается. рабочие, просто синхронная игра. Ну, опять же, оба игрока высокого уровня, оба игрока знают стратегии, которые приведут их к победе. Особенно, когда у них схожие генералы, они будут и играть схоже. Ну, кстати, Ставишь ботинки на тимстеп, я думаю, да, тимстеп должен отыграться. не, ну Тим Степ, конечно, молодец. Как говорится, я его помню еще вот таким шкетом. А сегодня мы смотрим полуфинал мировой серии, где он сопротивляется, вернее, сражается не против какого-то Египетской машиной. Миши Пупкина, а против египетской реальной машины, да. Это же как этот, Мухаммед Салах в мире генералов, понял? Он говорят, Мухаммед Салах, Да, чтобы научиться да, хорошо играть в футбол, приходилось ему ходить там за несколько километров от дома к ближайшему стадиону, бегать там босиком с тем мячом, чтобы добиться хоть каких-то успехов в будущем. Ну и, наверное, Маракар тоже как-то в похожем стиле человек. Но, кстати, насчет Маракара, да, вот я сколько вот с ним общался, да, я с ним реально общался. Очень такой приятный, скромный человечек. Всегда, если может чем-то помочь, он всегда поможет. Он никогда ни в чем не отказывал. Если надо, от него можно даже и помощи какой-то попросить, если он сможет чем-то помочь. Приятный, очень приятный молодой парень. Надеюсь, таким и останется. Да и Team Так, Step опять тоже. пошли адские технички с лычками, причем с одной и с другой стороны. И в этот раз, ты посмотри, все-таки Маракар взял лычки, и играют они оба с лычками, что, как по мне, восхитительно, учитывая то, что Маракар прошлую игру фактически без лычек взял. Я так понимаю, он потратил все на кэш-баунти, чтобы побыстрее выйти по экономике. Это сыграло. А в этой игре, видимо, более равный. Знаешь, решил я думаю, сыграть. наверное, все-таки он почувствовал какую-то проблему в том, что у Тимофея чуть-чуть сильнее те самые технички, и в этой игре он уже решил все-таки не допускать. Да, не да, допускать такого. определенно. Потому что для него это было, конечно, местами там, да, там видно было прям две технички не могли справиться с одной. Это было интересно и забавно смотреть, наблюдать. Идет борьба за правый фланг. Опять же, Маракар воюет, пытается не дать Тимстепу его занять, но уже вочкнут суплай. В то же время Тимстеп еще и забирает верхний фланг, уже ставит туда свою норку. Осталось только поставить очередной суплай. Ну что ж, мне кажется, прям в этой игре Маракар прям разницу вот эту вот Я думаю, если очень сильно. Тимофей сможет все-таки удержать эти два фланга, они очень богатенькие, там есть и вышка, там есть и ресурсник. И, ну, в центре, кстати, небольшой проходной двор, Да, мне не нравится. в центре Маракар сосредоточился. Да, мне не нравится центр А, Тимофея. Тимофей сосредоточился на фланге, а Маракар сосредоточился в центре. И в центр он, конечно, забрал себе, но я думаю, Тимофею надо как-то центр лучше укрепить. Не сильно прям так тоже зацикливаться на флангах. ну, Иначе посмотрим, к чему это приведет. Маракар может просто в один момент перестать бить фланги и просто сосредоточиться на центре и просто может продавить основную базу. Рассечь Тимстепа на две части. И после чего просто добить каждую из оставшихся баз по отдельности. То есть этот фактор тоже надо учитывать. Норки как раз у Маракара в центре имеются. Вот, а у норок у Тимстепа, ну вот только появились. То есть Тимофей прям жестко забил на центр, и от этого тоже, кстати, может пострадать. А разрезающие атаки никто не отменял.
А там, кстати, основные постройки Тимофея. Там 2 военных завода, 2 казармы, дворец строится. То есть надо укрепить центр как можно лучше сейчас. Если он сейчас центр сделает, как положено, ну тогда Маракару будет габела в этой игре. Потому что по ресурсам будет тотальное преимущество у Тимстепа. И он, кстати, просто так тоже фланги свои отдавать не хочет. На флангах есть танки Скорпионы. У Маракару просто так туда не прорваться. Ну и опять слева на фланге атака Маракара. Справа на фланге была атака. Справа она закончилась, теперь слева. Ну, кстати, у Тимофея по юнитам, конечно, немножко непонятки. Где юниты? Ну, юниты строятся. Да, но там боевые автобусы уже есть. Боевые автобусы, кстати, подъезжают. Блин, а в башне никого не было. Почему? Широко играет Тимстеп. А вы все-таки Ну выдали мут? Мут пацану. Ну, я предупреждал, что лучше не надо. За это. У меня модераторы вроде ребята нормальные, адекватные. Просто так блоки никому не выписывают. Но вот, извини, дружище, ты, конечно, что-то нарвался. Блин, еще им Тимофей вышку уничтожает Маракар. Маракар так, кстати, отстает по ресурсам. Хотя в центре тотальная добыча идет. Смотри, сразу 3 ресурсных центра. Можно и 4-й бахнуть. Но опять же, Я бы бахнул. Маракар воткнет первый скат-шторм. Быстрее Тимстепа. Так, дворец от Маракара находится у нас аж на самом правом фланге основной базы Маракара. Дворец от Тимстепа ровно на противоположной части, практически в том же самом месте. У них даже дворцы стоят в похожих местах. Если брать карту, она же симметричная. То есть играют в этом плане одинаково. Ну вот, фланги у нас на этой карте за Тимстепом, а вот центр за Маракаром. Причем в центре тоже не меньше ресурсов, чем на флангах. То есть, если сейчас Маракар еще и центр потеряет, Тимофей свой центр вроде кое-как укрепил. Мне кажется, все к этому и идет потихоньку. Тимстеп наращивает и экономику, и наращивает юнитов. И в конце концов все-таки пойдет эти норки выбивать. Ну, ударная мощь, да, у успешно. Тимофея потихонечку формируется. Ударные вот эти вот все кулаки. Ну, рынки вот, один вижу. Есть еще рынки. Одного достаточно, чтобы апгрейды сделать. Ну, А, у обоих Маракара игроков с рынками не один особо. рынок. Да, Пока не, что- не пока особо что там по по одному рынкам. рынку. Слушай, ну Карты здесь богатые по вышек ресурсам, хватает, в да. принципе. Здесь вышек Да. хватает, поэтому рынков чисто надо один рынок для апгрейдов и все. В принципе, Не, этого ну почему? достаточно. В дальнейшем, когда наращивать Не, ну знаешь, пока есть работающие ресурсные центры, пока есть работающие вышки, в принципе, этого реально достаточно. Кстати, Маракар центра потихонечку прогоняет. Там уже норок нет. Ну там есть суплаи, которые добывают. Ну, там... И также есть эта казарма. Правда, называется Civilian Building, но все же там сидит ракетчик. Дает дополнительный обзор. Опа! А вот тут вот мы увидели очисточку как раз того самого барака и продажа всех суплаев. Отличная заруба идет на центре. Где у тебя То- там центр? У меня 10-25, никакой зарубы нет, тихо, спокойно. Блин, опять что ли? У тебя сколько? У меня 9,50.
5. О, у меня 10:36, у меня уже заруба это прошла. Блин. Да. 10:42 да, сейчас. да. Отстает у меня игра. Так, а вот, Возможно, кстати, из-за на того, правом что у тебя фланге у настройки Тимофея неудачная атака. И приходится ему возвращаться обратно. Слишком много боевых автобусов было потеряно. Ну и у Маракара тоже, кстати, при этой оборонительной операции не все так радужно закончилось. Тоже достаточно много потеряно. Блин, ну, конечно, территориально TeamStep прям смотрится красиво. Но в центре, да, в центре вот это вот домик описал. Один ребель токсиновый и домик выселил. Но у Маракара здесь два ресурсных центра, просто колоссальная добыча ресурсов. Он решил весь центр себе забрать. На левом фланге, на маленьком полуострове тоже проблемы у Тимофея. Была пропущена атака боевыми автобусами и злыми толпами. Вот любит играть Маракар злыми толпами. Вот что не говори, вот уже третью игру подряд он играет за Глашника, и третью игру подряд у него злые толпы по полной программе шныряют туда-сюда. Слушай, С Ридик, другой стороны, хоть что-то уникальное. Ридик, Ой-ой-ой-ой. тем временем у нас уже трансляция идет 1:20, а счет 2:1. Да. И это еще далеко не финал. Ведь у нас до 7 побед. Да. Ну, с такими раскладами, даже если сейчас счет будет 7:1, то мы будем играть, ну, будем смотреть до 12 ночи, как минимум. Я даже боюсь представить, сколько будет длиться этот матч. Будем тогда, получается, до конца смотреть. Ну, а что делать? Взялись, теперь терпите, Мне да? кажется, другие матчи должны все-таки быть побыстрее, потому что я надеюсь, там не выпадут глашники. Ну, потому что карта глашники большая, всё-таки это... карта большая, богатая. Да. И здесь, ну, сам доктор прописал, что были жирные бои. Потерял все-таки левый фланг TeamStep. TeamStep. Долго он его держал, но, к сожалению, не вытащил. Ох, а у Маракара, посмотри, какие оборонительные позиции в центре. Просто в два ряда, как будто Коля обороняется, играя против меня на ФФА. Ну и, блин, TeamStep-то атаку-то повел совсем не туда. Да, Ой, и ты посмотри, насливал. Маракар. А Маракар-то посмотри на правый фланг. Что там творится? Это ж просто кошмар сейчас для Тимофея. Боевые автобусы в Да, наглую а Маракар-то заехали. проезжает. Да, и смотри, теперь на правом фланге еще злые толпы бегают. Там, правда, токсиновые норы далеко не пробегут, но все равно. Еще скрытая атака. Да. Для Тимофея это, конечно, печальная история. И поехал один боевой автобус в сторону вышки. Как все Еще и вышку хорошо для уничтожил. Маракара складывается. Сейчас Искат Шторм через 13 секунд будет первый запущен. Да, и сдается Тимофей. 3:1 становится у нас счет. Мы победим. Ух, хороший бой был, блин, для Тимофея. Но почему-то Такое Почему-то напряжение просто- прям дикое. просто расслабился в какой-то момент и проиграл. Я не знаю. Пропустил всего лишь одну атаку. У него центр был слабенький. Из центра приехали те самые боевые автобусы, которые разрезали его базу. Скажу честно, он центр просрал. Тимофей центр просрал со старта. И этот центр злосчастный ему дал просраться под конец игры. Не знаю, может я ошибаюсь, но по факту вот просранный центр, он дал о себе знать в конце игры. Он дал хорошее количество ресурсов для того же Маракара. Он себе еще и отвоевал левый фланг, там еще больше ресурсов, там и вышка. Ну и просто в какой-то момент Тимофей рассыпался, не смог. Ну, Маракар надежно сыграл. Да, так ты посмотри, там оборона была в 2 линии, в 2 слоя просто. Попробуй эту И оборону именно прорвать. туда он поставил оборону там, где попытался проехать TeamStep. Да. Неудачный А выбор позиции для Сам атаки. атаковал там, где меньше всего у TeamStep обороны. Да. Центр, обрати внимание, опять же, центр, я еще в начале игры говорил, надо Тимофею что-то делать с центром. В центре проблема. Ну и тот центр его и подвел. Так, ну давай смотреть следующую карту. Elfis Haven. Это у нас Да? уже 5-я. Эту, кстати, Blue Hole выбирал Маракар, а Elfis Haven у нас выбирает TeamStep.
Давай, поехали, посмотрим. На счет 3. Раз, Давай, два, отчет. 3. Поехали. Так, мне надо же картинки убрать. Так, карта Elfis Heaven Маракар. Опять Гелашник, но только в этот раз подрывной. И китайский танковый генерал у нас Тимофей. Ну, не знаю. Тимохе надо тогда прям очень сильно, я думаю, извернуться, чтобы забрать у Глашника эту карту. Не знаю даже, как за танк попробовать ему забрать. Все-таки не самый сильный генерал. Но можно попытаться. Ну, посмотрим, что. Я тоже даже сейчас не знаю, что сказать. Что-то умное надо пиздануть, а я даже не знаю, что надо пиздануть. Капец. Дилемма. Да. Кстати, карта была сделана на заказ. Да. Посвящена западному стримеру Дяде Элфи. Я сегодня зашел Да. к нему в голосовой чат, а он сидел такой на расслабоне. Кстати, я впервые понял, что он говорит. Ну, минут 5, наверное, с ним пообщался, вот так посидели, поржали. Но, правда, я на работе больше не смог с ним поразговаривать. Вот. Ну, у меня хорошие с этим мужичком отношения. Нормальный такой дядя. Поехал, кстати, грузовичок. Полтрак. Грузовичок от Тимофея раздавил рабочего, рабочий И- минку не Да, достал. уже раздавил рабочего и нарвался на подрывника. А вот, кстати, техничка от Маракара. У меня минута 38. Минута 40. Ла. У меня 46. Подрыв военного завода. Слушай, ну, блин. Вот сейчас просто должен Маракар подрывами достать этого бедного Тимстепа. Ну да. Я не знаю, Непростой же чем, подрыв делать. чем помочь Тимстепу вот в такой ситуации. Только другим мэтчапом. Ну или картой. Ну карта на самом деле маленькая. Ну, она А. визуально широкая, но на самом деле, да, Да, небольшое она визуально расстояние. широкая. Глашнику очень просто занимать тут суплаи. Буквально одну норку поставить ради этого. И Тимстеп надо делать ликс. Ну, что, собственно, он и собирается сделать. Ну, я думаю, поздно, надо было со стартом в Хеликс ходить. Технички с подрывами можно было ловить в Хеликс. Ну, а если бы Маракар сыграл в пады? Ну, я думаю, что вряд ли. Угадаешь. Я думаю, вряд С ли. другой он бы стороны, сыграл. если бы у китайцев какая-нибудь разведка была, можно было бы еще как-то. Не хватает машинки из Кстати. Шоквейва, Да. Да. чтобы увидеть, что ж там делает твой соперник. Вот опять технички, они сейчас, да, они должны сейчас запарить этого бедного Тимофея. Он вообще ничего не может сделать. Просто подъедет к базе Маракара, пооблизывается и обратно возвращается. Без ничего, без никаких ни трофеев. Ну, вообще ничего. Полетел Хеликс. А тут Норка. Я не знаю, он старается как-то Хеликсом аккуратно, чтобы не спалить его. Я думаю, ну по-любому он должен где-то спалить его. Показать. Да он и по-любому спалит. Да, он по-любому его. Ну, он старается как можно меньше. Но тут ракетчики. Не, уже спалил. Уже Да, спалил да, Хеликс. И квады. Ой-ой-ой, чуть не нарвался на стак ракетчиков. У тебя сколько? У меня 4 минуты. 3.55. Что такое? Чего ты все время Почему то отстаешь? больше, то меньше. Почему Что ты это? все время Что отстаешь? происходит? У меня 31 кадр. Так, ну Хеликс вроде поехал закрывать норку. Полетел, вернее. Плакали мои Помогает ботинки. драконам. Ой, не знаю, Роман, не знаю. Счет 3-1, да. У Тимофея, конечно, проблемы с этим, с этим египетским фараоном, блин. Хрен поймешь. Как с ним бороться и что с ним делать. Ну,
с этой игрой-то понятно. Вот как Но я вот не знаю, вот Фараон следующий... будет играть за Мне китайцев. кажется, Маракар будет в финале. Ну, он сильно играет. Он реально сильно Ну вот играет. как раз таки сейчас это видно. Потому что все, что мы видели до Тимстепа, это было издевательство со стороны Маракара. Ну, я Очень тебе играл. скажу, вот мы с Сашей И вчера пальцы. смотрели Фарго Big Size, там Фарго хоть и проиграл 7-2, но я тебе скажу так, он в ни одной игре не выглядел хреново. Просто Big Size был более удачлив, более удачно выбирал позиции, более удачно атаковал и за счет этого побеждал. Но он не, ну, Фарго не проиграл там явно. То есть, если бы ему более точно выбирал бы позиции, то было бы намного лучше и проще. Секундочку, мне звонят. Наиграл на гол, но не получил гол. Так, ладно. В то время, кстати, летают хеликсы Тимстепа. Собирается он провести какую-либо атаку. Также правильно играет драконами. Надо закрывать эти норки, чтобы не давать глашнику разрастаться. Тем временем по верхнему флангу идет атака. Но вы, к сожалению, можете ее только по мини-карте увидеть, потому что не видно. Ну, посмотрим, что идет на нижнем фланге. А на нижнем фланге у нас успешно защищаются норочки. И остается одна каленая норка. И на этом атака закончилась. Пока что не видите, но уже могу сказать информацию, что у Тимстепа целых 3 хеликса. Так, я По тут. поводу... Вот, я как раз таки про хеликсы говорил. Кстати, один фуловый засаженный, у другого одного чибрика нету, а третий чисто пропаганда. Ага. Ну и собирается он все-таки-то закрывать ту злосчастную норку. И у него это получится, но уже достраивается Ой, еще. прям И под надо квады. Квады Да, выбирать. еще один квад. Нет, успел закрыть Слушай, и ну. подхилиться. А квад еще есть у Маракара? Я чуть не обратил внимания, есть? А квады защищаются, видишь? Он отправил несколько квадов на защиту от хеликсов и на защиту от дракона. Ой-ой-ой-ой-ой, неужто Тимстеп забирает за танка Да, походу, эту да. игру? Да, походу, да. А нету ничего у Маракара. От безысходности перехватывает он артиллерийскую платформу, чтобы хоть как-то защититься от этого дракона. Рано ты Уже его. бегает тут где-то Рано ты бегал его Джарман. похоронил. Там уже и повышения полетели от Тимофея. А там по дворцу, это по Ой-ой-ой-ой-ой. дворцу. По дворцу, конечно. Надо закрывать дворец. И он закрывается успешно. Охренеть, полностью выбивает, даже не до норки. Надо новый дворец Ну, Маракару. Маракар как-то ступил. Прям внезапно у него все плохо стало. Слушай, ну, квады отправляют направо. То есть можно, в принципе, хеликсами сейчас залететь. Ну, хеликсами нет, но вот отправляют еще танки-драконы через центр. Да, в целом тут даже не ликсами можно играть, а спокойно уже делать миги и уже мигами пробовать закрывать эти норки. Да, и он закрывает. Дракон подъезжает, ну, прям впритык к норе. Гатлинг доезжает до ресурсного центра, но, правда, рабочих не успел там затушить. И чё? Еще драконы по левому админ. флангу. Да, вот, кстати, дракон перехватывает Маракар и, скорее всего, поедет сжечь ближайший суплай. Еще драконы. Тоже через центр на правый фланг. А там военный завод может пострадать. Уже целых арт-платформ. 4 ликса летят. Ищет Джармана, но не попал. Ой-ой-ой! На военный собственный завод. дозер. Собственный дозер сделал. Ой, а как? А, чтобы не А, забрал. вот так. Чтобы не Да. забрал его Джарман Кэл. Да. И Джарман Кэл побежал дальше и сейчас стоит возле базы. Можно перехватить дракона и сжечь этих 2 военных А завода. хеликсы, Это кстати, такой продолжают поворот был. движнячить.
Нашел! Барт, ой, Барт это... Да, аванпост его спалил. Да, Аванпост его блин. спалил. А такая задумка была у Маракара, конечно. Да, ну, кстати, мог бы сразу Поехал. перехватить. Поехал Тим Степ с траком внизу, увидел, убил раба. Какую бы неприятную норку поставил этот раб, если бы Маракара его Тут и контролировал. дракона Хеликса ловят на левом фланге. Что у Маракара не пошла игра за подрывного генерала. В этот раз не повезло. Четыре Хеликса полетели в центр. Там арт-платформу сейчас забивает, чтобы она не мешала драконам проезжать. И дракон тоже поехал. На левом фланге драконы кошмарят такую небольшую базу Маракару. Слушай, и сожгут норки. И стингеры эти. Норка уже все потеряна. Нет, нет, на канализации остается. Так а на правом фланге он дракон второй. Пытался сжечь военный завод. Ничего себе, я пропустил, потому что я посмотрел на левый фланг. На левом фланге тут была эпичная заруба. Что-то ударился? И все-таки добивает эту норку. Ляг, 4 ляг. дракона едут по левому флангу. Там, да, 4 дракона и гатлинг. Там, кстати, мины не надо туда Тимофею ехать. И еще хеликсы подлетели. Ну все. Левый фланг полностью потерян у Маракара. Так. Ресурсов у него нету. Один А ничего драконы, не кстати, разбирает. справа. Дракон справа стоит. Возле военного Да завода. и Тимофей уже флуатит, у него почти 10к сейчас было. Он в наглую устанавливает на базе у Маракара ресурсный центр. Будет добывать коробочки. Че, и вышку уничтожил. Ну, Маракара, конечно, прям печаль, беда, а не база. Да, летает, кстати, 2 мига. Взлетает 3. И дракон сжигает, будет- наверное, да. все-таки военный завод. Нет, не сжигает. Отбился. Но еще драконы едут. Еще драконы и куча драконов. И сдается Маракар. Да, не выдержал его. Да, Душа 3-2. такого поражения. Слушай, ну 3-2. рано похоронил Тимофея, конечно. Да, рано. Тима дает. Да, дает жару. Так, ну давай следующую игру будем смотреть. Карта та же, реверс у нас. Слушай, ну мне кажется, тут должен Тимофей сейчас выровнять ситуацию. Давай на счет 3 посмотрим. Получится или нет. Сейчас должен сравнять счет. Давай, 1, 2, 3. Поехали. Так, танковый генерал теперь у Маракара на нижней части этой карты. Такая поняшка здесь на базе, стилизованная под канал Элфи Эйса. И на верхней части карты у нас Тимофей за подрывного генерала Гла. Фиолетовый цвет тоже на поняшке строится. Или лошадка, или пегас, или что-то такое. Не пегас, вроде Пегас, как, с да. крылышками, да. Лошадка. Что за лошадку вспомнил? Да. Он, кстати, в Египте. Ой, в Египте, в Турции. М? В Турции привет всем передавал. Молодец. Оставил там послание для Ник Пайна. Че ему Ник Пайн не угодил, непонятно. Ну ладно. Ну так он не один, там они кланом Фас вроде как сыграются. То это опять же по его словам. Что-то мне кажется, что они там нигде не в Турции, а просто в Казахстан приехали. Какой-то к лошадке. Каком-нибудь Мухасранске. Мухасранск аул. Ну да, это потому что там видос с горами именно, где горы. А горы, мне кажется, преимущественно
больше в этой местности, нежели в Турции. Ну, может быть. Маркар хотел поехать поразведывать, что там у Тимофея на левом фланге, но там подрывник мешает ему. Ну и ракетчики его еще и останавливают, этот грузовичок. Подрывничок-то сейчас подорвет, не даст захватить вышечку. Не, а там Маракару. Гатлинг Не. отменил. Умер. Он умер, мы его в сарае положили. Как там? Я, как и ты, мне только 30 лет. Или как там было, я уже не помню, забыл. Так, что тут? На правом фланге Маракар от технички отмахивается. Хотел сказать, умирает от технички. Не-не-не, Либо Гатлинг. техничка читерская забирает. Да, Гатлинг это будет вообще. Ха-ха-ха-ха. И у ракетчиков ракеты не так летают, и не то, и все не то, и все не так, да? Да, и теней на карте нет. Все, Габелла, короче. Пишем заявление, как там, суд по правам человека, Да. суд по правам зрителей. Так, едет техничка, а там ракетчики. Гатлинг, сверкая пятками, убегает от этого танка Скорпиона, но не убежал, далеко не прорвался. На правом фланге. Ой, бульдозер. А там бульдозер. А Маракар уводит этот бульдозер, не увидел его Тимофей. Зато в домик сел. Интересно, видит Тимофей? Ага, увидел, что там что-то строится, и бульдозеру Габелла. Разделение потеряно. Нет, Не? Нет? нет. Повезло, значит. Но танк Скорпион продолжает движение, там еще 10-1. Но тут Хеликс его догоняет. Вовремя Хеликс, да. Вовремя вышел Хеликс, который задефал дозер. Хеликс его просто догнал. Есть чем танк драконов Маракара ловить? Да. Вроде есть. Не доехал даже. Ну, Гатлинг ему точно не помощник. Там Скорпион стоит на страже своей базы. Только что-то он это... Что-то он затупил. тупит. Да. У него, И- по-моему, что-то с башней. У механика Заклинило. сломалась башня. Заклинило. Заклинило, да. Ну, Маракар пока держится. Держится изо всех сил. Все нормально у него. Хеликсы есть в воздухе. Домик, занятый Тимофеем, он выселил. Слушай, неужели Китай танки все-таки сможет отжать и вторую игру на этой карте? Ну, пока что то, что я вижу, вполне себе вероятно, но Похоже, не хватает ликсов, мне кажется, у китайца. Надо добавлять. У Тимофея их И было пока 4. что более скованно играет все-таки Маракар. Как бы. Ну, глашниками он хорошо играл. Ну да, ну, Тимстеп, конечно, агрессивнее за китайца сыграл намного. Тут один Рэмбо на левом фланге в углу воюет против целого дома. Да, и у него это хорошо получалось. Мог бы и победить. Да, мог бы победить, дайте ему чуть больше времени. Да, добыл бы победу Тимофея. Уничтожил бы этот дом и пошел бы дальше по левому флангу. И там все, там открытое пространство. Но нет. Тимофей его вернул обратно. Вышка уничтожена на правом фланге в углу. И что-то игра так, знаешь, медленно, но встала. Вроде как какой-то актив и движ был. Хеликс потерял Маракар. Что-то неудачно им сыграл. И игра такая, знаешь, как будто успокоилась. Да, потихоньку Накал страстей. охладили. Да, накал, Охладили они друг друга. накал Хотел сказать страстей другой цитаты, успокоился. ну ладно. Ой, бульдозер нашел.
Да. Да, Минус затишье один перед бурей бульдозер. в натуре. А, кстати, командный центр только сейчас возводится после потери бульдозера, а так мог бы быть дозер Хант. Слушай, а он еще может быть. 22%, еще не все потеряно для Тимстепа. То есть ему просто надо Но я сейчас... сомневаюсь, что он вглубь настолько далеко проедет. Да, чем черт не шутит. Знаешь, бывает и такое. Умирает дракон слева, кстати. Вообще ничего не успел сделать. Просто стоял и тупил. Вот, кстати, Справа это дракон показывает, идет. что у Маракара автоматическая атака юнитами выключена. То есть он юниты все контролит ручками. Ну, я, допустим, контролю юниты ножками. Нож Ножками. в чулочках, надеюсь. Так, на правом фланге движнячит Хеликс. А там квады его сейчас собьет, не? Да, Там два на квада. левом фланге движнячат квады. Не, квады не задвижнячили. Хеликс остался на полшишки, но отлетает. На левом фланге зато у Маракара потерян ресурсный центр. А есть уже, кстати, апгрейд на подрывы у Тимофея, так что скоро будет 3-й ранг. И, скорее всего, возьмет первый ребелям. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. Маракар прочувствует всю боль. Тут есть куда лупить, сразу 2-3 здания забирать одновременно. Еще один Хеликс. Один с пропагандой, второй с бункером, да? Один с пропагандой, второй с бункером. На левый Да, фланг. что-то как-то это потихоньку от такой медленной игры меня начинает клонить в сон. Это правда. Это не просто фигура речи, а реально начинает клонить в сон. Давай еще залипни там. Да. Сейчас станешь в позе. Если вдруг услышите храп, это значит все, меня вырубило. Сейчас станешь в позе этого, как, знаешь, вот эти вот, которые звездочеты. Видел? Да. Видел, как это? Звездочета вот так. В позе звездочета, не? Ну, согнутый такой, горбатая поза вот эта вот. Так, а Джерман Келта гуляет на базе у Маракара. А, скорее всего... Последний дозер ищет. А чё последний? Там командный центр есть. Он, наверное, просто бульдозер ищет, чтобы построить себе... Да. А электростанцию. бульдозер-то один пока что вот пропаганду строит. Ой, заминировал военный завод. А бульдозер Будет дальше, бубух. там, где Гатлинг стоит, чуть севернее. Он туда не бежит, он просто ищет, где бы, что бы найти. Тут Хеликсы потихонечку с норками воюют. Опа! Арт-удар от Маракара. Надо убрать рабочих, это, скорее всего, что по вышке. Летит уверенно. Тимстеп рабочих не убирает. И вышка минусуется, и сразу же... Эх, ресурсник тоже потерян. Ой. Тимстеп заминировал и военный завод, и ресурсный центр. И приходится Хеликсы возвращать обратно, искать этого козла. Демо-байки. Сразу 2 грузовичка поймал одним демобайком. Не, все-таки Маракара что-то база плывет потихоньку, не? Или мне Да. так кажется? Его потихоньку подрывает Коля, а сплайт один остался. Да. Кстати, один справа и один в центре. А, нет, 3 суплая. Ну вот, кстати, у верхнего суплая добыча нарушена. Там 3 саппортрака. Ну там работают эти демобайки. А Джармен Келл продолжает гулять. Минирует здание за зданием. Еще один военный завод потерян для Маракара. Каждый военный завод 2000 стоит. Дороговато будет. Да, дороговато.
каждый раз-то строить его заново. А Маракара даже и нету Продаёт. восстановить деньги, только сейчас Продает, кстати, суплаи, что правильно. Правильно, зачем не работающий суплай тебе стоит? Ой, Резервы что денег. здесь было? Куча коробок валяется. Это что, танки и драконы были потеряны? На левом фланге. Да? Скорее всего, что демобайк заехал быстро. Все произошло. Да, он байками сейчас ездит и внизу на суплай тоже ездит. Благо там Маракар мины сделал и минирует абсолютно все постройки, старается минировать абсолютно все постройки. У нас Тимстеп. Ой, Тимстеп. Маракар. Все, я уже сплю одним глазом. Не спать. У нас до 7 побед. У нас еще есть куда двигаться. Да, Это у нас только- ещё есть куда Это только идти. 6-я игра. Еще демобайки. Слушай, по горам ездят. И По смотри, горам, какая по норка. горам. Смотри, какая Вот норка от трактор Тимстепа едет к внизу. нам. Ой-ой-ой-ой. Какая норка внизу козырная. И надо будет чем-то ее закрывать. Еще эту атаку отбить. Еще одну норку строит. Там Джармен Кэл. Квады. Хеликсы летят на помощь. Так, -1 Хеликс. Второй Хеликс. И минус ресурсный центр. Это много. И сдается, Маракар не вывозит. Все-таки Тимофей выигрывает для себя эту игру. И сравнивает счет. Счет 3-3 становится. Так, давай следующую игру смотреть. У нас карта погоди. будет Арктика. Погоди. У меня тут интересный баг случился. Что Сейчас случилось? я буквально пересмотрю один моментик. Хм. Интересно, мне показалось или нет? Что? Я надеюсь, что мне реально показалось. А что тебе показалось? Я ж не знаю. Может, и у меня было. Мне показалось, что TeamStep использовал один из багов, которые запрещены на ВС. Какой? Ну, сейчас я проверяю как раз таки. А ну. Аж интересно. Прям в конце игры. Посмотри, пожалуйста, в конце игры. Прям последнюю атаку, когда Маракар хеликсами приходил. Так, хорошо, давай, посмотрим. Я вот прям хочу этот момент конкретно пересмотреть. А где смотреть? Именно в той атаке? Да, последняя атака только на верхнем фланге. То есть он там Хеликс ловил на нижнем фланге, а есть еще атака была на верхнем фланге. Так, а где там реплей спид? Так, вверху? Да, вверху. Смотри, атаки прям. Угу. Так, ну, надо ускорить, наверное, реплей. Да. Вот я смотрю 9.36, 9.40, 10. А чё за баг там? Квады начали стрелять дальше. Я, конечно, думаю... Стоп! Пауза. 11.05. 11.05 на верхней части, да? Как-то. Да, 4 квада. Так, у меня сейчас 6.40. Прям я хочу даже покадрово акцентировать на этом внимание. Что-то как-то мне... Либо это реально, ну, я понимаю, там некоторые баги бывают на ВС умышленные, либо я сплю уже одним глазом. Тогда это просто будет гонор, ну, просто так. Так, 10 минут.
11:05. Прям на паузу поставь на этот момент. Так, 11:01. 11:05. Ну, все. И наблюдай за пачку из 4 квадов, видишь? Ну тут 5 их. Да. Внизу должна быть атака. А, нет. Даже, по-моему, чуть дальше. Внизу, короче, должна быть атака, где он будет защищаться лексами. Ну вот прям с этого момента я хочу хорошенько Маракар? посмотреть. Это вверху или чисто- внизу? Нет, это было вверху. Этот баг случился, но Слева? внизу была атака. Да. Внизу была атака. Так, ну тут демобайки. А, ты имеешь в виду вот тут по центру 4 квада? Да? Нет, не по центру, вверху, на верхнем сапе. Все это разворачивалось именно на верхнем суплае. Так, полетели хеликсы. Так. 2 квада осталось. Мгм. Не-не-не-не-не, не там смотришь. Вверху на верхнем сапе прям акцентируй на том внимание. На каком Это, наверное, было дальше. Самый верхний левый сап. Ну вот, самый верхний левый. 11:44. Да, вот тут Хеликса, получается, у нас Маракар обороняется. Внизу, смотри, атака идет. Да не, у меня... И Хеликсы... еще не дошел, 12:38. Не, у меня 11:54. Внизу. 12:38, внизу, да, Тимстеп начинает атаковать, но из норки, которую он построил. Из норки надо смотреть, да? Смотри, внизу атака. Сейчас полетит Ликс, и надо будет наблюдать за квадами, которые в верхнем углу возле суплая. Они начнут заходить в норку. Ну, наблюдаю за верхними. Угу. Так, смотри, сейчас будет. Прям наблюдают. Смотри, они не достают, они стоят, не достают. Внизу, которые или вверху? Вверху, смотри. Квады пошли в атаку. Сейчас, чтобы понимать, что в этот момент происходило, Тимстеп на Q, походу, выделил все Во, квады. смотри, как они далеко стреляют. Да. И это баг. А как это? Такого быть не должно быть. Очень просто. Видимо, Тимстеп выделил атаку на всех квадах. И... То есть через 2 раза за Q и прожал атаку на лексы. Не имеешь в Из-за виду этого по те- хеликсами? Да, Всю из-за карту этого атаковали. Не, ну это... Да, видишь, они поехали и начали атаковать так далеко. Ха-ха. Нормально. Ну, я думаю, Вот что это это да. сути не поменяло бы, конечно, но... Видишь, как... Это суть, конечно, не поменяла, но прям интересный баг случился. Интересно. Ну, давай смотреть следующую игру. Ну, давай поехали дальше смотреть. Вот Я не что знаю. заметил. Вот. Я, кстати... Ладно, короче, хрен бы с ним, ладно, не буду уже поднимать. Вопрос один хрен. Пусть сами разбираются. Так, давай смотреть следующую игру. Arctic Arena. Да, увидел Да. такую мелочь. Так, давай поехали. Arctic Arena карта. Давай на счет 3. Раз, 2, 3. Поехали. Так. Вот, кстати, мало брали карту Arctic Arena. У нас Маракар Айр против танкиста. Подожди, мало брали. Артик Лагуну не брали. По-моему, она даже не заявлена в списке. Arctic Arena, да, есть такая. Все, я думаю, что такое, блин, карта какая-то не такая. Я ожидал Артик Лагуну увидеть. Уже точно мозг плывет. Ну что, надо еще продержаться Интересно. полуфинал и финал. А еще матч за третье Да. место.
Там еще дальше. Ну, кстати, получается, тот, кто вот проиграет при сегодняшней встрече, гарантированно получает сколько? 400. Баксов? 800? А, 400. 400, это в полуфинале 800. 400 долларов. Я вчера Алексу говорю, он говорит, ни хера себе. Да, Да. ребята, можно, короче, Генералы. Это научиться генералы. играть в генералы и, короче, забыть про безбедную жизнь. Но, правда, для того, чтобы получать хоть какие-то призовые, надо хотя бы первое, второе или третье место занимать. Ну и тогда будет вам счастье. Счастье, удачи и успех. Счастье, здоровья. Так, ну чё, слушай. Мы, по-моему, неоднократно видели такие противостояния, и там китаец, по-моему, повеселее выглядит, чем американец. Именно на этой карте. Карта Да. богатая. Карта с богатой семьи. Вот. Тут вышек Поэтому много. танк будет спамить. Да. Но переспамит ли он хаммеры? Вот это вот хороший вопрос. Дай китайцу деньги, что- он тебе сделает вообще все, что угодно. Хаммеры это сила. Да. Так, и первый хаммер от Маракара. У меня 2 минуты ровно сейчас. Меня чуть-чуть отстал. Да. Ну, тут 2:10. тусуется, конечно, Хаммер, но он больших, по-моему, кипишей пока тут не навел. Гатлинги, правда, куда-то вообще не в ту степь смотрят. Бульдозер поехал вперед от Гатлинги вообще, Маракара. да, Ой, устали. а бульдозер, кстати, от Маракара может сейчас влепить какую-нибудь казарму наглую, прям на базе у Тимофея, и будет оттуда выползать всякие товарищи с карандашами, как выражался у нас друг МП3. А, это 2 бульдозера встретили. Это встреча на Эльбе, 2 бульдозеров. Такая, здорово. Да ты кто? Американский бульдозер Маракара. И поехали, кстати, Хаммера защищать тот самый бульдозер. А куда он поехал? Куда его отправил? Ой, нашел бульдозер Тимофея. Уничтожил. А говорил друг, да? А есть еще бульдозеры? Где бульдозеры у Тимофея? А, есть еще один бульдозер, но он, кстати, тоже на соплях. Есть шанс его потерять. Да, и увидел его Маракар. Пытается поехать за ним, не получается. Там гатлинги его защищают ценой своей жизни. Еще хаммеры. Да, что-то у Тимофея не задалась игра за китайца. Да, и находит второй бульдозер. Все, это хана. Ну да, все-таки американские игры, там где американцы и китайцы, они побыстрее проходят, чем глашники. Глашники это прям вообще затягивают, как капец. Привет, хамелеон. Да нормальное тело, как у всех. Не хуже, не лучше. Главное, чтобы не хуже. На лучшее не знаю, а вот хуже, главное, чтобы не хуже. Ну, Тимофей остался без бульдозеров. Если он сейчас будет просто здание за зданием терять, маловероятно, что гатлингами без хеликсов, без пропаганды, без мигов что-то получится сделать этому египетскому ВВСнику. Еще хаммеры добавляют. Нет, скорее всего, что это 4-3, и Team Step попробует следующий балл забрать за США ВВС. Ну, определенно, ВВСник, конечно, тут камерами очень сильно контролирует. Он, по-моему, вообще играет в Ноэко, да, он даже в Ноэко играет. Причем, знаешь, самое смешное, он играет... А, нет, 2 чинука, я что-то не обратил внимания, думал, вообще в 1 чинук играет. Все-таки ошибочка. А ну Маракар фармит опыт, фидит его. Team Step, как бы сказали в доте, получает сейчас опыт. Не за горами 3-й ранг, сейчас еще и повышения полетят. Может еще и стратег-центр поставить, так там вообще сейчас ковровочка будет. Так, ну главное, конечно, не втыкать, потому что гатлинги могут подъехать вплотную и всю эту группу хаммеров расстрелять.
Хоть хаммеры и сволочи, но они тоже поддаются гатлингам с близкого расстояния. Что-то привстал. Привстал у Маракара. Бульдозер до сих пор живой на базе у Тимофея. Капец. Ну, поставь казарм. Ой! Ставит Патриот. Прям на ресурсном центре Тимофея. А это, кстати, единственные ресурсы. Это, кстати, единственные ресурсы. И Патриот достроит. Гатлинги не успеют ничего сделать, слишком далеко ехать. Танк-дракон по правому флангу, ну тоже очень долго будет соображать. Да. Единственный ресурсный центр, который работает у Тимстепа, уничтожается. Да, Тимофей сдается, мог бы сдаться раньше, но надеялся на удачу. Так. 4-й балл зарабатывает себе Маракар. Ну, посмотрим, как у нас Степ сыграет за ВВС. Да, по факту то же самое будет. Пойдет на УЭКа. Мне кажется, все равно эта карта за ВВС. Ну давай следующую карту тут смотреть. На счет 3. Раз, два. Так, погоди, я выищу предзапуск меню. Угу. Так, Артик Арена. 2 у нас, да? Да, 1759, который, да? да. Отлично, давай. Так, на счет 3. Раз, два, три. Поехали. Так, ну чё, Тимофею надо отыгрываться. Тимофею надо отыгрываться. Это единственный, наверное, вариант для него в этой игре. Может быть, тоже сыграть через No Echo. Казарма первая. Электростанция. Командный центр пока не продавал. Бульдозер у Маракара крутится в поисках самого выгодного положения для ресурсного центра. Скорее просто этот водитель халявит. Вот он и крутится. Это знаешь, как есть иногда... от работы. Не-не-не, иногда бывает, знаешь, чтобы типа зарплата шла, трактористы, знаешь, что делают? У них же тракера на тракторах стоят. И они, короче, с поднятыми ковшами могут целый день по двору гонять, чтобы им зарплата считалась. Даже если работы нет. Понял? Скорее всего, что водитель данного трактора как раз таки такой вот халявщик, чтобы ему зарплата шла, он просто катается. Чтобы трекер ему засчитал денежку. Ой, сразу стратег-центр. Да, сразу в стратег. Это полетит сейчас. Отдает дозер на съедение. Полетит ковровка. Полетит ковровочка. Но это бульдозер, кстати, целью не дать захват выше танкисту. По-другому никак. Так, камера уже есть на правом фланге. Там гатлинг. Ну, в этом противостоянии Хаммер должен побеждать. Через 20% появится стратегический центр. Скорее всего, что прям будет стратегия найти и ликвидировать. Мэй. Кстати, а в центр пропаганды Маракар до сих пор не ставит. Да. И полетела сразу ковровка. И хаммеры уже в атаке. Ковровка на военный завод. На военный завод, да. Ну, А он, кстати, единственный. Да. И Но всё. с другой стороны, ракетчиками можно отбивать спокойно атаку. Ну, я думаю, Так сейчас, что наверное, это будет не охотиться за критично. бульдозерами. Ну, сколько откатывается ковровка? Минут 5? Ну, да, где-то так. Хотя, я думаю, нет, минут 3. Меньше, да. Ну, слушай, ну сейчас 2 минуты 48. Это где-то к
6-й минуте еще раз полетит. Ой, а тут он прям все кучно поставил, то есть одной ковровкой и казармы, и электростанции, военный завод можно будет еще прям полутать. Ой, минус бульдозер. Еще есть бульдозера? Где-то тут был еще один, да, есть. Прикрытый бункером. Так, казарма уничтожается, в том числе. Минус электростанция. Не-не-не, Маракар это не вывезет. Он Да, пошел в это захват всё. вышек и прогадал. Надо было не идти в захват. Потратил лишнюю 1000 на захват. Надо было на оборону это все пустить. Еще и ресурсный центр страдает. Еще один военный завод. Хаммер на левом фланге. Заблудившийся гатлинг поймал. Точно его не пропустит. Ну, смотри, через несколько минут будет еще одна ковровка. А тут еще более кучнее стоят здания. То есть можно одним залпом сразу 3 здания снести. 100% их видит Тимофей. И еще и как видит. И от базы Маракара останутся рожки и ножки. Ну, в принципе... Я не знаю, слушай, а чё мы в некоторых играх там смотрели, там такие затяжные бои были? А, это ядер там был, подожди. Да. Там ядеры были постоянно. Но там не давали жить Ядерный американцам. БМ был. Да. Да, тут все, ГГ. Да. Выравнивает счет Тимофей. Ну, тут, в принципе, однобокий получился бой. Ничего просто удивительного не произошло. Американец в легкую уничтожил, что в первом, что во втором Просто случае китайцев. игроки у каждый как бы свой стиль игры. Но я вообще считаю, что за американцев именно вот так вот надо. В ноуэка пойти Герман. и просто давить. Мечты твои сбылись. Какие? Карта Oxygen. О, да, давно хотел ее увидеть. В честь спонсора. Сбылась мечта идиота, называется. Да. Вчера, между прочим, Сайз очень сильно поиздевался над Фарго на этой карте. Там просто было избиение. При счете 6-2 там просто Биг Сайз разорвал бедного Фарго. Фарго, наверное, до сих пор... Я боюсь, как бы с Маракаром так не получилось, как бы. Так, ну давай следующую карту смотреть. Oxygen. Да. На счет 3. Раз, два, 3 и поехали. Маракар. Пехотный китайский генерал. Зелененький цвет на верхней части карты. Против него лазерный американский генерал Тимофей Степкин. Ну это прям какая-то как дота. Ну я серьезно говорю, прям карта. А ты что, не видел эту Вот карту? был... Нет, я не видел. Ну Но, вообще, по крайней мере, постройки интересные. ну, слышишь, я так думаю, знаешь что? Наверное, с учетом того, насколько популярна сейчас Dota, что некоторые карты на этом World Series, некоторые, мы с тобой смотрели, есть одна прям точная копия Да, дотки, точная копия. а это что-то похожее. Из той же оперы, да? Определенно. Да. И я так думаю, что все-таки на волне популярности той самой доты появились вот эти карты. Все-таки в игру пытаются привлечь молодежь. Но не все время же одному Экскалу бить всех, правильно? Экскал когда-то уйдет на пенсию. Вивит он уже пошел учиться, вырос. То есть надо свежая кровь. Чтобы привлекать новых игроков, надо создавать похожие образы из других игр. Вот
Пожалуйста. Карта Oxygen. Ну, это, конечно, не совсем Дота, но стилистически. Ну да. Смотри, мид, крайний проход, крайний, точнее, крайний левый, крайний правый, симметричные. Вполне себе. Да. Это может даже не сколько из Доты, а может какой-нибудь LoL. Да, 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 да. Как-то вот То есть так. одна карта Дота, другая карта LoL. Что-то похоже стилистически. Хеликс у нас от Маракара. Летит, да не долетит. Да, его Тоу собьют. Или не? Успел, кстати, ракетчика высадить. Да, высаживают. Успевает. И один даже хаммер забрал. И второй хаммер забрал. Когда ты успеваешь там? У меня 2.27. 2.29, 2.30. 39. Чуть-чуть вперед Сейчас идешь. чуть-чуть. Да, чуть-чуть на полную поставлю. Вот сейчас должно догнать. Так, ну хаммеров много уже собрал. Teamstep. Ну так он пустыми ими играет. А, нет, не пустыми. Он, скорее всего, сейчас сделает барак и будет засаживать туда флешки. Ну, рейнджеров Мгм. с флешбэнгами. Ну да. Именно так. Так, ну хочет поехал. играть. Разделил группу на две части. Одна часть поехала на правый фланг, вторая поехала на левый. Причем атакуют синхронно с двух сторон. А там домики засажены, бункер уже есть. А слева? А слева тоже, кстати, бункер. Слева тоже бункер. Бункер все видит. Решил полностью перейти на левый фланг. Там не такая защищенная база. И, кстати, проезжает хаммерами. Но контрится все. Да. И один аванпост просто закрыл все вопросы. Ну зачем пустыми хаммерами было ехать? Ну, тут немножко нелогично играет Team Step. Опять же, уже должна казарма быть. И должны быть рейнджеры. А он, скорее всего, решил сидят полностью в пирах. пустыми хаммерами играть. Понимаешь? Вот абсолютно. Маракар, да, он, видишь, готов был к этому. Он поставил бункера со всех сторон. Чисто забункерился. А чё бы и нет. Поставил уже пропаганду. Будет играть сейчас. Вот. ИЦМК. Ну и ЦМки. Вон еще один военный завод добавил. Полные аванпосты должны справляться, в принципе. Ну и что будет делать? Непонятно, что будет делать Тимофей. Стратег-центр. Хаммер-то один, болт пустой, я не знаю. И, кстати, по левому флангу Маракар поехал. Одна ЭЦМ-ка И и чем два Team аванпоста. Step будет его останавливать? Пустыми Непонятно. камерами? Ну, наверное. Черт его знает. Тут же черная лотос есть. Стратег-центр. Скоро достроится. Есть уже казарма. Добавил казарму. Ну, поздно, наверное. Да и камеры все пустые. Сейчас не успеет. По-любому не успеет все засадить. Он вышками занят. Он вышки захватывает на левом фланге. Ой, на левом, на правом, не на левом. Хочет преимущество по экономике получить. Ну, я думаю, что, знаешь, пустыми хаммерами, если ты преимущество, ни хера ты не сделаешь. Ой-ой-ой-ой-ой, а там сейчас еще апгрейд на пропаганду работает дополнительно. Ну, несколько хаммеров все-таки успел собрать. Полных. Или не успел, непонятно, короче. Что он собирается Нет. делать? Абсолютно пустых. Командный центр восстанавливает. Еще и миги полетели. Ну, не, ну все это. Тут провал. Полный провал. А миги уже и успели напалм выучить. Да,
А что, Маракар будет ждать, он сразу напал мучить. Только филд начал стоить. Да, Маракар потихоньку забирает и вышки. Да И не, в этой игре, суплайвочку. конечно, что-то перемудрил Тимофеевич. Что-то непонятное Да, пытается исполнить. Может, он странная, какую-то конечно, тактику игра пытался Team Step. обкатать. Может, что-то какая-то заготовка была, что не сработала. Я думаю, забыл поставить казарму. Флешки выучить. Да не знаю, что-то хотел сделать. Что-то он сделать хотел, непонятно. Ой-ой-ой-ой, сколько тут сливается. Друже Бобер, не давай, не задалбай меня, честно. Что-то ты всю игру ходишь, токсичишь, непонятно почему. Да. А нет, Тимофей просто сейчас дождется, что все возможное полетит ему на базу, уже летит. Арт-удар по стратегическому центру. Нет, давайте следующую. Что-то он прям перемудрил. Да, что-то он тут как-то Сильно перемудрил. грустно и невкусно. Да. Тут даже комментировать особо нечего. ну это чё, тут- избиение в одни ворота. Тут просто. что-то Team Step перемудрил с этой игрой. Надеюсь, в следующей игре исправится. Потому что, ну, так оно, конечно, дело не пойдет. Так кино не будет. Особенно против пеха. Может, еще против какого-нибудь галашника пошло бы там, я не знаю, против какого-нибудь другого китайца, но не против пехотного. Тут и так сложно против пехотного играть. Он еще и взял, да и намудрил. Нахрена? Там уже база у китайца. Ну, каждой твари по паре просто. По-другому вот не назовешь. Уже в наглую добывает на половине карты у Тимстепа. Чё он, Даже ракетчика у него учу даже. да, что он будет делать с этим, непонятно. Точнее, не ракетчик не засадил. Что он пытается сделать? Очень странная игра. Угу. Я не знаю. Но египтянин играет, в принципе, дефолтненько, без никаких особых напрягов. Чисто аванпостами с ИЦМ-ками. Даже если Может, бы там... у них пинг типа высокий стал. Да не было там пинга. Они же наоборот, там, я так понял, араба убрали. Не, ну кажется, как будто Тимоха с задержкой конкретно играет. Может, уровень алкоголя в крови снизился, я не знаю. Скорее повысился после такой игры. Да нет, знаешь, ну, бывает иногда... Ну, сам алкоголь же в мелких дозах, как допинг, действует. И когда уровень падает... Это не тоже, режим кстати. пьяного мастера, это так не работает. Режим пьяного. Ну, бывает, что. Уровень Что это алкоголя такое? упал. Не, я думаю, надо сходить, короче. Чайку пока себе Как там, сделать. Всё равно на карте, надо, на карте какая-то фигня происходит. надо реально. пойти дернуть писюрик, да? Да. Ай. Да не, он просто так скоро на этом командный центр на базе у Тимофея построить такими темпами, это просто ну никуда не годится. Он даже удешевитель не взял, чтобы хаммеры спамить. Ракетчики А ты прикинь, начали выйти. начали прикинь, появляться выйти не к ещё. не к городу. Ты прикинь, даже с такой плохой игрой, блин, что-то произойдет на карте, что поверни Маракара в шок, он напишет GG. Да. Ты сейчас сдастся от смеха, кроме разве что, не знаю. Да.
Ну куда? Ну это вообще что-то непонятное пытался Тимофей исполнить. И до сих пор это непонятное продолжается. А он уже, кстати, не может поменять ничего. Да, он просто так базу скоро застроит. Да, прям вот тут вот возле завода прям поставит казарму. Короче, Тимофею пора строить не военный завод, а винзавод. Может, это поможет. Да, он уже просто его со всех сторон обложил аванпостами. Что-то прям очень плохо. Пойду, пожалуй, тогда водички себе налью. Все равно давай. ничего интересного не происходит. Ну, я не знаю, следующая игра, по идее... Я не знаю, может, Маракар такое же тоже исполнять начнет. Может они договорились шоу сделать. Маракар флотит 15к, он даже всерьез не воспринимает игру. Так у него просто, наверное, настолько ресурсов много, что он не успевает это сливать. Понимаешь? Полетели уже ковровки всякие. Да. Тактика пьяного мастера называется. Еще один арт-удар полетел. Ну, хаммеров везде не хватает просто. Ну, сейчас слева заедет, а в центре там отвлекающая группа. И арт-удар еще и по стратегическому центру. И так не слава богу, а так еще стало хуже. Еще вторичную экономику пытается строить. Ничего себе. Не, ну вот от этого как отбиваться? Что он думает? Ну да, естественно сдастся. Тут логично надо было подумать, что он сдастся. Не. Маракар, конечно, эту игру забрал, но что Team Step начудил прям странное. Неужели Маракар сдался? Да. Да, Маракар. Team Step сдался. Так, ну на следующую посмотрим. Надеюсь, Маракар не будет такую чушь творить. Поехали. Они счет решили 3. потянуть. Да, до последнего. Давай, поехали. Давай, На счет 3. Раз, два, три. Поехали. Так, ну что, теперь Тимофей будет у нас за пехотного генерала играть сверху. И Маракар внизу за лазерного генерала. На карте у нас слева удешевитель для техники. По центру находится supply dock, с которого можно собирать ресурсы. Справа у нас вышка. Ее отремонтировать вообще будет зашибись. Чуть впереди, ближе к центру, разбросаны коробочки справа и слева. То есть можно дополнительные ресурсные центры поставить. Такие вот проходы у нас по бокам. На правой части карты, на правом фланге, находятся две вышки и артиллерийская платформа. Слева у каждого игрока есть еще коробки, которые тоже можно собирать, но они находятся ближе к центру, на более опасных позициях. В самом центре, на таком небольшом холмике, находятся коробочки для одного и другого игрока, но они прям находятся очень и очень близко друг к другу, поэтому тут драка неизбежна за эти ресурсы. Ну и у игрока сверху ситуация ровно такая же. Что по ресурсам, что по вышкам, что по перерабатывающим заводам. Бульдозер от Тимофея уходит на правый фланг. Там, скорее всего, сейчас казарма будет. Бункер для того, чтобы защитить вышки. Ну и побежал миниганер с ракетчиком. Отогнать рейнджеров. Напугать их, чтобы они не садились. Ой, не садились. Да, ну, в принципе, не захватывали эти вышки. Хаммер уже есть у Маракара. А Маракар играет... Но эко. Расчет на быструю атаку. Взять Team Step на слабо. Если не сработает, оно не срабатывает. Там Хеликс.
Оно не срабатывает, поэтому походу Маракар уже и не сможет ничего другого сделать. Вышку захватил. Как думаешь, вот тактика Ноэка против Пеха на этой карте может сработать или нет? Я уверен, что да. Если использовать флешбэнги, что и делает Маракар. Ну, Хеликс добивает. Хеликс хотел улететь. Но я не вижу флешки. Где флешки? Нету флешек. О, заминировала казарму. Так выбери ракет этого. О, только сейчас появились флешки. У меня 2.58. У тебя чуть-чуть опять вперед Нормально. идет. Да, у меня опять вперед почему-то побежал. Счет 5-4. Игра до 7 побед. Сейчас 5-4. Ну, очень долго играют. Тут видно, что тоже равные соперники встретились. У них пися к писе идет игра. Задница к заднице. Да, задница к заднице, пися к писе. То есть они очень близко и очень ровно играют. Как это в Америке есть река Миссипи. Да, миси-писи, да. Так, хаммеры от Маракара вперед поперли. Слушай, а у Тимстепа, в отличие от Маракара, здесь вообще бункеров нет в центре. Ага. Сейчас И ни Хаммер справа, заедут, ни и слева нет. опача. Ой. Не, по-моему, Тимох перебрал что-то он там это. Ну я ж тебе говорю, упал уровень алкоголя в крови. Он парень молодой, видать, не рассчитал силы. Раньше времени протрезвел. Знаешь, бывает переберешь, а бывает бывает перебор, бывает недобор. Да, не доберешь. Ну, надо искусственно тогда его повысить. А там потом начинается сушняк уже не то, понимаешь? Там уже либо догнаться, Ну да. либо догнаться, а там можно переборщить. Это тоже как бы тонкая грань. Еще один хаммер. От Маракара. Ну опять через проходной двор проехал. Не хватает мин на здание. Не знаю. Где мины? Что-то странное А происходит. че он с пустой Steam Step. тоже? Я не понимаю, что Да за как-то- тактики и галактики такие. Я не понимаю тоже, что с этим степом. А, нет, это ванхоз засадил. Ну тут хаммер на правом фланге, да, не пустой. Ну, да и Маракар тоже как-то. Может, такая тактика такая на этой карте должна быть. Ну, два ресурсных центра добавил. То есть Маракар будет играть всерьез. Отталкиваясь от ресурсов. Опять на правом фланге проходной двор. Там вышка не отремонтированная. Появились миги у Тимофея. Слушай, ну по бункеру надо было бы поставить хоть на проходах. Ну чё за движ? Определенно. Что за движ? Маракар в прошлой игре поставил. Там Тимофей просто так не мог пустыми хаммерами пробраться. Он просто туда доехал, увидел это все чудо-юдо и просто перестал туда ломиться. Почему сам не поставил? Такое чувство, что он потерялся на карте. А может карта для него не знакома? Может первый раз играет на ней? Ну, учитывая, что он до этого ни разу на ней не играл за весь ВС, я думаю, да. Так, ну уже миги долетают от Тимофея. Привыкает, скорее всего, что к карте, но что-то долгая у него адаптация. В центре проходной двор закрыл. А вот еще бы справа закрыть тоже проход. Ну, у Маракара тоже не все, слава богу, хоть у него ресурсы есть, но куда-то у него деньги деваются, юнитов только 2 хаммера катаются вперед-назад. Еще 2 пустые, не пустые, вроде есть кто-то там у них. Через всю базу миги падают. Что происходит вообще? А, он на бульдозере охотился, все понятно, он бульдозер искал. А есть что? Это, кстати, последний бульдозер. А, ну все тогда понятно, почему он так странно летал мигами через всю карту. Он последний бульдозер ищет. Ой.
А у Маракара-то бульдозер контужен, и он тоже поехал вообще непонятно куда. Ищет, где бы спрятаться. Еще один раз, кстати, подлетят так миги, и все, это будет Маракар без... Он чиниться поехал. все, понятно. А то я смотрю, он куда-то едет, непонятно. Выехал Мститель от Маракара, на всякой пожарной. Защитить бульдозер хочет. Ну, правильно. О, какой бункер. Прям на базе Маракара. Ну, сади их, чё ты? Ну все. Центр Маракару заблокировали. Там и бульдозер стоит, ремонтирует его сразу. Так. И командный центр сходу. Маракар испугался. Маракар испугался, надо, конечно, поберечь свой последний бульдозер. Даже 2 мстителя, личных телохранителя бульдозеру заказал. Ну, я тоже знаю, кто выиграет. Скорее всего, утреннее похмелье после ВС Тимстепа выиграет. Может В частности, после этой игры. Ну, не знаю, не знаю. Ну, прям у Тимстепа алкоголь в крови точно упал. Наконец-то он поставил эти бункеры, додумался к середине игры. Так, справа до сих пор бункера нет. То есть, если сейчас Маракар шальными хаммерами попытается заехать... Ну, А, здесь... нет, справа закрыто, ты посмотри, где вышки казармы и бункер. Справа? Только если через центр. Да нету справа ничего. Слева, да. Справа 0. Какой реплейсмент? Так, нет ничего. У меня 9.26. 9.32. 33-34. Казарму уже не... Ты видишь? Справа? Справа, да. Слева казарма. А, ты между там, где в центре? Да. Ну а что, через Там центр же же проход можно. закрыт. Через Ну, центр я говорю, можно. а в центре он А. сам войска, и вот сейчас ставит бункер. Ну да, тогда да. Если брать конкретно этот просчет, да. Я думал, там на базе я ищу, где там казарма. У тебя что, там тоже уровень хули упал или как? А, все. У Маракара пошли снайперы. Ну, доигрался Team Step, Страшные что сказать. тревоги. Ага. Доигрался. Давай еще урони, Теперь блин. остается только ликсы. Ой-ой-ой, а тут группа еще заедет. Давай, урони еще башню на себя. Степа. Опрокинь ее. Ой, через Ctrl-F едут хаммеры. Очень медленно. Так. Ну, достаточно мощная группа. Ой, повышение! Ой-ой-ой. 4 хаммера забрал. Ой. 5 даже. Да, неплохо прилетело. На снайпера. Там есть снайпера там в этой пачке с камерами? Конечно, конечно есть. Флешки вижу, а снайперов не вижу. Нет, вот там есть хаммер каленый засаженный. Арт-удар и втором полетел. 2 этих, 2 штучки. Я думаю, снайпер хотя бы в одном хаммере-то должен быть. Не, Даже ну, если и нет, то они бегут. я Создает думаю, чувство, все-таки отмучает эту победу для себя Тимофей. Но вяленько выглядел, конечно. Маракар, если брать конкретно игру за пехотного генерала, Капец. повеселее был. Ты посмотри, что справа, с центра происходит. Маракар просто в тупую перехватывает вышки, а сейчас будет перехватывать еще и казарму. Надо срочно Тимофею 50 грамм налить. Да. На ему точно что-то выпить крепкого. Что-то он обмельчал. Ну, вроде как неплохо вроде работают. Миги, хаммеры забрал в центре. Слушай, еще и умудрился отбиться. Маракар.
Ты знаешь, вроде казалось бы легкое противостояние, но очень тяжело идет. Да, максимально. Просто игроки, каждый теряет контроль над игрой постепенно. Вот это Может, устали, знаешь. Все-таки да, это уже после получается таких мощных 9-я и заруп, 10-я я думаю, игра. устали. Я думаю, знаешь, как взяли медленный такой, знаешь, перерыв, не спеша играть. Хотя... Саша, дай бан, пожалуйста, Александру Короче, ты понял. Чисто за счет того, что челик спойлерит. Бан. Чтоб знал, как лезть с спойлерами. Ну, тяжелая игра. Прям бан навечно. На самый натуральный бан. Полетели! Повышение? Слушай, ну... Блять! Что происходит вообще? Какая-то вакханалия происходит. Ты, блядь, то жмет, то не жмет, то отбивается Маракар. Повышения уже контратакует. появились. Да, еще и контратаку пошел по левому флангу. Сейчас еще и проиграть можно. Хм. Да, ну, Блядь! Башня! Ах, прям, блядь. Ну тут, конечно, эпически. С левого фланга и башни падают. Причем Да. упали прямо на защиту, на ПВО. То есть миги могут, в ну, принципе, не на еще все. летать. Это не та самая башня, которая всю пачку Ну хаммеров так несет. все равно, понимаешь, они... Смотри, там же ж есть миги. А против мигов он А, использовал... Он использовал мстителей. А мстители погибли при падении башни. И теперь, получается, эти хаммеры не защищены от мигов. Понимаешь, это тоже, считай... Если сейчас есть миги где-то, а мигов нет, как таковых, то... Вроде есть там миги, но их не хватит. Уничтожить все хаммеры. Ну и там, конечно, уже у Маракара база. Остались только рожки и ножки. Блин, да где миги? Какой-то Ну уничтожьте эти два хаммера. Ну есть же, были миги, я только что видел, там несколько мигов точно было, там хаммеров не так много. Против мигами можно спокойно сбивать дозер. Не, ну вроде миги вылетели. Что-то сделали. Как-то задвижнячили. Так, ребят, кто будет спойлерить, обещаю вам бан. От чистого сердца, сразу предупреждаю. Еще арт-удар полетел. Ну, тут у Маракара уже, конечно, ничего не осталось от него. Одна вышка. Ну и полетел арт-удар. Арт-удар четко ложится на вышку. Судя по траектории. Центр отстраивает. И бульдозер еще и потерял. Интересно, как в ничью сыграть. Но тут правилами не предусмотрено в ничью сыграть, потому что нечетное количество побед должно быть. Поэтому при счете 6-6, если всё, я равная думаю. игра, будет миров. Маракар сейчас даст. Да, Маракар тут уже все. Ему бульдозер выбили. Ну, конечно, и честно, я не знаю, я еще таких странных игр не видел. Они такие долгие. Мне кажется, вы выдохлись просто. Может быть, счет 5-4, сейчас будет, скорее всего, 5-5, но... Сколько мы уже смотрим? 2.44, это, считай, если они играли на прямой трансляции, там они же еще задержки какие-то между играми были. То кто-то в туалет хотел, то кто-то писать, какать и так далее. Ну, я думаю, очень долго играли.
Еще и листовки полетели в ответ. Да. Маракар пытается еще и выживать. То есть он считает, что он победит. Ну, не знаю, при каких обстоятельствах. Явно не при тех, в которых он сейчас. Но он отбивается, понимаешь? Отбивается, у него вышки есть. У него ресурсный центр есть, командный центр отстроился. Полетела термобарическая бомба. Термобарическая. Ну, термобар. Или вакуумная. Ну, вакуумная тоже еще называется. Ты знал об этом, Ридик? Вакуумная. Да. Вот это то, что только что прилетело. Мать всех бомб — это вакуумная бомба. Я думал, она водородная. Вакуумная. Нет. Она идет с горючей смесью внутри. И она, когда приземляется, она распыляет сначала аэрозоль. После чего есть там поджигатель, который поджигает всю эту аэрозоль. Она поджигается, взрывается, и получается от того, что воздух сгорает, создается вакуум. Ты знал об Да, этом? из-за того, что вакуум долго заполняется быстро воздухом, создается резкое уплотнение, то бишь взрыв. Ну, получается, вот эта аэрозоль распыляется, попадая в самые мелкие щели, и потом, когда подрывается этот основной взрыватель, вся эта жидкость, она загорается и моментально выгорает воздух, создавая отрицательное давление и вакуум, которое затягивает в себя все, что есть вокруг, куда попала эта аэрозоль. О, как все-таки Тимстеп мигами контролит по ракетке. Ну, очень долго играют, слушай. Очень тяжелое противостояние, уже 5-й ранг у обоих игроков, ресурсов нет. Маракар на последних соплях выживает. Маракар верит. Да, верит. в то, что он хочет. Ну смотри, тут у Тимстепа тоже, кстати, не самая радужная ситуация. У него вышек Ну нет, да, у него ни ресурсники вторички, закончились, ничего вторички нет. Последние ресурсы вот собирают машинки с коробочек. А у Маракара вышка одна Вышка есть? есть, и чинуки добывают еще. То есть тут еще не все потеряно Почему для удешевитель Маракара. никто не берет. А, вот Маракар. у Маракара удешевитель есть взял, он. А Тимстеп забыл опять. Мне кажется, все-таки он карту не знает. Прям такое глубокое ощущение. Ой, слушай, у Тимстепа еще шанс есть проиграть даже. Если сейчас ресурсы закончатся, останутся только повышения. А есть Мститель, между прочим, который контролирует миги. Просто так тоже мигами особо-то не поиграешь. Коробочки есть еще на карте. То есть есть из чего добывать. Да, и пехоту, конечно, хорошо отстреливают снайпера. Да. Мне кажется, затянул Тимстеп. Перемудрил. Кто-то хочет сказать, что еще Маракар победит. Да. Есть такое стойкое ощущение. Арт-удар по военному заводу. Блин, мог бы продать, если просчитал бы. Он, наверное, не знал, куда он летит. Но у него деньги есть построить новый военный завод. Ох, там снайпер сейчас прям поживится. Слишком много пехоты у Тимстепа. Вне аванпоста в центре.
Ну да, он поживился знатно. Полетел спектр ганшип по центру снабжения. Да, хорошо набрал ранг. Правда, уже дальше некуда, но он все равно молодец. Ты что там, бреешься или что? Комментарий: это самый страшный вакуум, это если тебе жена сделает. Ну да, согласен. Так, Самый ковровка по последней вышке Маракара. Кстати, она выживает, ее можно будет отремонтировать. Ничего не подрасчитал. А, не, миги добьются. Так. И слушай, TeamStep у нас временно без ресурсов. А денег у него 3000 всего-навсего. Маракара меньше. Пока что. А у Маракара... У Маракара еще добывают чинки. Немного, конечно, но добыча О, ведет. повышение от Маракара сейчас полетело. А куда? Наверное, на базу Тимстепа. А, на филд. Сколько у меня 24.05? Куда он полетел? А, опять у меня улетело. А чё у тебя так полетает? Не знаю, почему так быстро. Ну да, тут сразу два Но до этого повышения. отставало, а теперь наоборот уходит. Не долетели они. Не долетел твой спойлер. Да. Не долетел. До Блин, а филда. у TeamStep проблемы с ресурсами. У него $275. В центре стараются Маракар добычу не давать. Ну, $275 это больше половины выигрыш за 200. какое-то место. За, получается, 8-е. Ну, все, кто поиграл в 1/4, это же 8-е место То по есть- факту, да? А реально, что за $700 они там хаммер могут купить, да? Не, Маракар все-таки сдался. Да. Маракар все-таки не выдержал. Ну, очень тяжелая игра. Добили его. 25 минут играли игроки, это просто жесть. Это даже не глашники были. Это прям, я не знаю. Ридику бан выписать за спойлер. Ну да, я в будущем, как Нео. Так, ну что, давай смотреть следующую карту. Oil Rampage. Счет 5-5. Не, у них противостояние, я же говорю, пися к писе. Все, это даже не рассказывайте. Это очень близко. Oil Rampage. Rampage. Поехали на счет 3. Давай, раз, Давай. 2, 3, поехали. Так, что там? Мне на самом деле не нравится Айр. эта карта. Айр. Айр у нас Маракар против стелса. Ну, глашнику равно. сложно будет. Нет, у него стелсовые норки, ему будет легко ловить эти Ну, самолеты. сейчас посмотрим. Но она узкая, понимаешь? Карта узкая. Для глашника надо пространство, свободные территории, где он может просочиться одним рабочим, которого могут не заметить. Он там поставит какую-нибудь норку. С этой норки может быть хорошая атака. А здесь Я оно все узко, приверженец коридор. того, что Мне чем эта глубже, карта тем напоминает карты Шутца, блин. Там была у него одна карта, просто линейка такая, знаешь, коридор. 2 метра в ширину, Юга. 25 в этот, спортзал такой. А это чуть-чуть пошире будет, но суть та же. лучше. Это же нефтебаза на вулкане. А? Это же нефтебаза на вулкане. Так. У меня музыка сильно громко в ушах долбит, я даже тебя не слышу. А, ну потише тогда сделай. Кстати, ты на стриме не проверял, насколько там по громкости там музыка. Ну, сейчас поставил Потому что потише. я говорю, а меня вообще не слышно. Да? Сейчас я тебе Возможно такое. поставлю громче. Вчера Саши была такая херня. Да?
Ну, у тебя сейчас что-то потише стало, слышно. У тебя до этого лучше. Или у тебя тоже упал уровень алкоголя в крови? У меня уровень сна повысился в крови. Да, да. Сидишь, втыкаешь. Подожди, это у нас еще не вечер, только счет 5-5. А Ридика говорит, слабо слышно. А ляпнешь что-нибудь. Ляпнуть? Да. Ну, раз, два, три. Я думаю, Я так на лучше связи. будет слышно. Рапторы уже в воздухе. Ну, блин. Слушай, стандартно играют за глашника. Ой, за Ну глашника, да. за американца. А что тут нового вы За думаете? американца. Ну, он играет вот рапторами, сейчас будет норки ему выбивать. Единственная проблема, блин, норки стелсные. Но Я карта знаю, не для почему глашника. тут стандартно играют, потому что тут нет злой толпы. Поэтому Маракар играет стандартно. Каркас норы уничтожают. Ой, техничка с подрывом, с работниками, с кем там еще, ракетчики были. Всё. Тут пишут теперь, что я это громче, чем ты. Ха-ха, блин. Ладно, сейчас тебя поставлю тише, сделаем тебя. А ну ляпни. Что-нибудь скажи. Нет, ты в принципе на уровне со мной слышно тебя было. Плюс-минус. Сейчас я послушаю на стриме. А, ну давай. То я знаю, что у меня нормально, я как бы свою вижу. А твое вроде как нормально, но иногда бывает или ты слишком далеко отбегаешь от микрофона. Не, у меня микрофон тут на одном уровне зафиксирован. Ну, Возможно, я просто отодвинулся чуть дальше. от если него. по игре, то рапторы не дают просто норки строить, но некоторые все-таки проходят. Ой. Квады. Вот квады проблема для рапторов. Ха-ха, Ридик уже сонный в полголоса говорит. Ну, Саша тоже вчера уже был такой. Еле-еле живущий. Да, Так, я уже есть уже стратегический всё центр. подмираю чуть-чуть. Ну, счет 5-5, держись там. Держусь из последних сил. Самый длительный стрим был в одном из турниров 8 часов, по-моему. Вот то было весело. Я уже сидел на бровях просто уже до этого. Ну все, сейчас мы доиграем в финал. Сейчас мы доиграем в финал. 8 часов, блин, играем. Блин, ну карта Я с узкая. тобой, мы тогда 4 или по 5 часов тогда стримили. Да, Было. было такое. Ну, я уже давно такие стримы не провожу. Огромное по времени. Давай стрим 24 часа сделаем. Ага. Это мне надо тогда жену выгнать, ребенка выгнать. Всех выгнать будет Ага. стримить. Ну, скажи, что челлендж вот такой будет. Да. Ну вот глашник, ты говоришь глашник, стелс. Ну не глашная эта карта. Единственный плюс стелса то, что у него хоть норки стелсные. Но это не дает ему преимущества на этой карте. Смотри, что делает просто Маракар. Ну некуда, Маракар просто насилует. некуда просто двигаться Тимофею. Понимаешь? Некуда. Карта слишком узкая. Ну вот хаммеры, если сейчас правильно контрить эти хаммеры, то, в принципе, и хаммерами можно против квадов бороться. Ай. Ну вот, как бы. Тимстеп потихонечку закрывается у себя на базе. Да. Ни одна техничка толком не проехала, одна Один только хаммер делает больше импакта, чем 5 квадов. была. У меня 5.55, у тебя, наверное, опять отстает. Да уже, да, блин, то отстает, то наоборот спешит. 6 минут ровно. Тут 3 хаммера теперь сражаются против нескольких квадов. И хаммеры выходят победителями. Ну, опять, ну да, квады против рапторов нормально. Против хаммеров говно. Против хаммеров рокетбаги. Против рокетбаги рапторы. Замкнутый, блядь, круг в этой игре. И что с этим делать, непонятно. О, полетела еще ковровая бомбардировочка. Ну все.
Тимстеп, держись за поручень называется. Ну и камеры едут потихонечку добивать. То, что не сделали повышение. Квады просто с камерами не могут справиться. Все, сдается Тимофей без вариантов. Не глашная карта, просто не глашная. Она узкая, маленькая. Американец в легкую начал контролировать это узкое пространство, и логично, что победил. Редик, Да. Oil Rampage, часть 2. Счет 6-5. Мгм. Держись. Опять пошло насилование. Держись. Только уже со стороны теперь тимстепа. Да, теперь в обратную сторону пойдем. Пойдем Ой, от... блин, Пойдем от я обратного. чуть оксиджен не запустил. Да, давай. Ты главное это, лицом в клавиатуру не падай, не ломай. Она денег стоит. Я стараюсь изо всех сил. Давай, на счет 3. Меня постель манит. Раз, 2, 3. Поехали. Так, ну чё, поменялись теперь. Теперь Маракар сверху, а снизу у нас Тимофей. Блин, я говорю Маракар сверху, Да-да. а Тимофей Маракар снизу. сверху. И у меня сразу такая бурная фантазия срабатывает, я не знаю почему. Все. Ну, блин, по факту реально, у них вся игра поза 69. Сплошная поза 69. Сначала у одного балл, потом у второго балла. И так уже у нас счет дошел до 6-5. Не, Бру, один раз Маракар вышел вперед. Но Тимофей его быстренько догнал. Вернул позу 69 в нашу жизнь. И продолжается до сего момента. Так, ну что, я предполагаю, что Тимофей будет играть в похожей стиле. Рапторы, хаммеры на земле, рапторы в небе. Глашник получает люлей по всей карте. Ни одну норку не может нормально до путя достроить из-за наличия раптора в воздухе. Ну и хаммерами, естественно, все, что выводится против бедных рапторов, все будет подчищаться. Все будет получать втык. Да, обмениваются лещами, можно и так сказать. Что-то фантазия не в ту сторону, да. Ну вот. Рапторы в воздухе. Слушай, надо запомнить, попробовать так играть, когда галашник попадется. Ну, хорошая тактика. Я ее уже видел сколько раз против глашников. Работает безотказно, как швейцарские часы. Главное, исполняй правильно. И... Рапторами Да. норки закрывать. Да. Ну, я вот сколько уже ВСок насмотрелся уже. Все, думаю, ну, завтра я пойду точно, как начну реализовывать. Пиздец всем. Ну, это так, в моих влажных мечтах, конечно. Блин, Квад выжил после атаки раптором. Какой живучий гад оказался. Так, ну у Тимофея под боком норка неприятная. Вот с ней надо что-то решать. Иначе она может сейчас закончить. Кстати, до 7 побед у нас игра. А у Маракара 6. То есть это может быть последняя игра для Маракара. Если он сейчас сможет выдавить из себя все, что он знает, все, что понимает в этих генералах, то он пройдет дальше и заработает денежек чуть побольше. Пошел перехватчик на бульдозер. Ну все. Эй, куда разминулся? Стоять. Блин, вот это лохотрон сейчас от Маракара. Нет, все-таки успел забрать бульдозер. Успел ли поставить электростанцию за этот короткий промежуток времени? Не успел. Нет, не успел. Не успел. А это плохо. Блин, ну это как можно было так Ну, скорее всего, что не увидел.
Я больше чем уверен. Он просто его отправил вперед бежать. А когда увидел, было поздно. Новую норку строит. А ведь этот бульдозер мог решить Угу. исход всей встречи. Миг. Да. Ну и поперли вперед хаммеры. Блин, ровно точно так же, как и Маракар. По правому флангу, не спеша, потихонечку. Ну, кстати, Маракар, по-моему, в прошлой игре Тимстеп не захватывал эти вышки. Они у него были не захвачены. Пытаются подрывать, конечно, эти наглые хаммеры, но что-то они даже не доехали. Так. И дальше. Дальше будет двигаться. Привет. Блин, а где... Не, вроде есть норки. Ну, что-то маловато норок. Я ожидал больше от Маракара. Ему вроде не мешали строить их. А он хочет по бырику техничками, с подрывничками забирать камеры. И минус норка. Зачем маяк на КЦ поставил? Не знаю. Что типа он его не продавал? Ну а чё? Карта богатая, может себе позволить. Тимофей у нас из богатой семьи, он по Франции живет. Понимаешь, командный центр за американцев продают только бедные. Да. Тимофей у нас далеко не бедный, поэтому может себе позволить. Мне дебетная реклама банка. Ну а ты как хотел? Открывай дебетовые карты на личные нужды. Живи и балдей. Кредитные не открывай. Могу с этим помочь. Да, кредитные не почему? открывай. Кредитные продукты очень выгодны бывают, на них можно зарабатывать. Не, ну, Какую-то если ты его устроить. берешь под бизнес, да, можешь заработать. А если ты его Не. берешь на покупку какого-нибудь говна, то лучше не стоит. Ну, допустим, смотри, есть кредит беспроцентный на, допустим, 3 месяца. И есть вклад процентный на эти же 3 месяца. То есть мы гасим, точнее, берем кредит. Я понял, ты имеешь в виду Вклад. ебё, как там, ломаем Жору и ебем Альбатрос. Нет. ну Типа почему? того. Ой-ой-ой-ой-ой! Там повышения уже полетели какие-то. Да, у меня 6 минут, Какая я еще красота. повышения не вижу, молекулярки есть. А вот и повышение. А, 6 У тебя минут, опять- у меня уже 7, я уже в будущем. Да, ты уже в будущем, а я Я могу такого не сказать, видел. тут плохо совсем. Глашнику очень-очень-очень Ну, плохо. карта узкая, понимаешь. Вот где беда. Узенькая карта Ну, явно не для глаз. Как раз таки для того, кто сверху, тому удобней. Тому приятнее. Да я бы не сказал бы. Сейчас, знаешь, Маракар хоть и сверху, но его ебут. В прошлый раз Тимофей, конечно, был в этой позе. Тоже ему, походу, не понравилось, поэтому сейчас Маракару мстит. И Маракар, конечно, все. Маракар кончил. Давайте следующую игру. А следующая у нас, кстати, карта... Это Mirror 6.6. Я даже не смотрел в правила. Да, там 6-6. Mirror. И это будет Mirror. Решающее Давай. для 2 игроков. Я думаю, уже можно не закрывать этот экран. Осталась последняя карта. Sakura Forest. Ну давай, поехали, что? Смотрим. Давай, чё? Давай. Раз, два, три. Кто победит на этой карте, тот проходит дальше в полуфинал. Ванильные яйца. китайцы. Ванильные китайцы на карте Ванила Сакура. Она такая карта интересная, капец. Никак не могу к ней привыкнуть. Так это Дота. А, нет, не Дота. Нет, там Sakura Forest. под допу А, и другая. да, это новенькая, вот эта вот красивенькая такая. Ну, она-то красивенькая, но крайне непонятная. Она чем-то, знаешь, что напоминает? Она D2 на 2, как по мне.
Ну вот сюда Cyber поставь of командный Forest. центр, да, другого игрока второго, и будет вообще то, что надо. Ну, это чем-то, знаешь, Ну, как кстати, да. какая-то вот... Не Как знаю, это империя. для 2 на Только 2. для 2 на 2, да. Да, вот реально, вот ее для 2 на 2 вообще идеально было бы, эту карту. Я не знаю, нахрена ее поставили 1 на 1. Может, со временем добавят, мне кажется. Сделают тут чуть место побольше, и нормально будет. У Ну, нас по-моему, чё даже и будет, обмен оставили. лексами? А, нет. Ну, Тима, как обычно, в классику пошел. А вот Маракар... Двое что-то мужчин придумал. горячо борются в позе 69 за деньги. Смотреть онлайн. Да, без регистрации смс. Так. Чего там, Тимофей? Будете сегодня пить шампанское или не будем? Танк Дракон. Бульдозером даже будет давить. Блин, да не ломай деревья, они и так красивые. Не надо бульдозером ломать. Бля, тут осень. Три ресурсника играет Маракар. И 2 только у Тимофея. Что-то маловато будет. Как будто бы да. Ой, бульдозер убери. Там же ракетчик. Бам. По бульдозеру. Тут танк дракон, скорее всего, что остановит. И второй тоже. Тут бункер. И нет. Хотел Тимофей внизу карты забрать хоть вышки, что-нибудь. Не дали, эту казарму придется продать. А бульдозер-то хоть уехал. И без бульдозера остался там. Оставил его как трофей Маракар. Ой, Маракар, Тимстеп. Отдал Маракару. Уже заговариваюсь тут. Немного. Танк дракон сжечь воду? Вряд ли. Так, Тимофей без бульдозера одного. У Маракара в этом плане все хорошо. Ой. Что у нас тут внизу? Казарма до сих пор живая. Но она не действует. 2 красногвардейца стоят, смотрят на вышки, но у них захват не выучен. А жаль. Ой, миги в воздухе. От Маракара. А у Тимофея мигов нема. Тимофей строит новую казарму. Свою казарму уже потерял. На вражеской территории. Ой. Чей гатлинг пропускает? Пропускает. Там никто не встречает. Карта большая. Тут бы глашный мирор какой-нибудь был бы. Ох. Я бы посмотрел Юса Мирора здесь. И не просто, а какой-нибудь Айр Мирор. Было бы восхитительно такое посмотреть. Кстати, да. Особенно на такой большой карте есть где развернуться, есть где полететь. Второй бульдозер потерял Тимофей. Прям в прямом эфире. Без Ну смс всё. и регистрации. Это ГГ. Да, и там у Счет Маракара всё становится хорошо. 7-6. У Маракара все хорошо в этом плане, а Тимофей остался с недостроенной пропагандой, без аэродрома. Это прискорбно, ребят. Это очень прискорбно. Причем Маракар продолжает строить новые ресурсные центры, то есть он по ресурсам сейчас уйдет вперед. Новый аэродром добавляет сейчас мигов побольше. Ну а Тимофею остается только играть 2 военных завода.
И в 3 ресурсных центра. А к нему снизу едут гости. А он, скорее всего, что их не ожидает. Да. Он все свое внимание отправляет вперед. В атаку! На Маракара! А хрен там. Там бункер. Да, а Маракар едет прямой наводкой к сапплтракам, чтобы у Тимофея плачевное положение стало еще хуже. Минус 1 сапплтрак, второй сапплтрак. Тут еще бьют ракетчик. Ну и если сейчас эта группа вся проиграет, а она проиграет, потому что тут танки-драконы сжигают всю пехоту. Да. Недолго, как говорится, атака эта длилась. И основная база у Тимофея блокируется. Да. Еще и мигами отрабатывает Маракар. И без того тяжелое положение Тимофея становится еще тяжелее. И скоро будет 3-й ранг у Маракара. Командный центр уже строится. Сейчас полетят еще и повышения. Окончательно добивать последнее здание Тимстепа. Вряд ли. Вряд ли это, конечно, игру он вытащит. Я в этом уверен. Ну а вдруг чудеса случаются. На самом деле, даже с точки зрения логики, потери последнего дозера это уже повод задуматься о том, что Да. И есть уже командный ты центр. игру уже не вытянешь. Ну, что поделать, до 7 побед кому-то надо было выиграть. Без этого никуда. Если бы там был не Маракар, а кто-нибудь другой, какой-нибудь Фарго, я бы уверен, что можно было еще бы надеяться на ошибку со стороны Фарго. Взаимно. Но там Маракар. Он ошибок не прощает. Все, что пытается сделать Тимстеп, все в никуда просто. Все его наземные юниты ловятся мигами. К сожалению... Скоро полетит еще ковровая бомбардировочка. А тут один военный завод только остался. Предыдущий был уничтожен арт-ударом. Да. Ну, пытается, конечно, поднасрать Маракару, но... Далеко на таком не пойдешь. Хотя вышки захватил. Вышки захватил. Ну, тут батлмастеры, но батлмастеры это все выбивается мигами. Ну, от этого никуда не денешься. Танки, драконы, все ловят. Я так понимаю, Тимофей доигрывает, чтобы, ну... Правильно. Это на самом деле чисто такой спортивный поступок. Доигрывать, чтобы было. Я заметил много, кстати, игроков на ВС, даже когда уже все попало, специально доигрывают до конца, не сдаются. Ну, я думаю, до И последнего сдаются только здания. в крайний случай, да. Он бы мог уже сдаться, он уже все прекрасно понимает. У Маракара бульдозеры все есть. Да, я думаю, Маракар все понял. А знаешь, может быть, мне кажется, что сам фактор последний бой выбил все бульдозеры. Он думает, а вдруг сейчас Маракар расслабится и где-то что-то пропустит. Ага, и что он, например, пропустить может, если Ну, у тебя всего делает 3 ракетчика ошибку. из юнита? Делает ошибку и пропустит Продаст что-нибудь. КЦ? Да. Какую-нибудь ошибку совершит, такую прям реально детскую. И все, и считай, Не ты сдается просто до толпой, вот как ты даже без бульдозеров, ты толпой просто его задавишь и все. Ну тут уже, конечно, выбили ему и военный завод. Тут осталось только играть казармой. И все. И все. Да, и сдается Тимстеп. Конечная! Мы победили. Конечная! Маракара поздравляем.
проходит дальше. Ну, а Тимофею придется еще один годик сидеть, теребонить генералы. Сосать лапу. Без главного приза останется. Я же говорю, в этом останется году. теребонить генералы еще, да, продолжать учиться, развиваться. Может быть, в следующем году все-таки сможет пройти этого Маракара. Даст ему, конечно, люлей. Возможно, а возможно и нет. Кто их знает. Ты как думаешь? Ему еще нужно поиграть. Ну, я насколько знаю, он сейчас активно уже играет по что-то другое. И на генерала ему немножко А во что он играет? пока. Дотку? Он? Нет, в КС вроде как. Мгм. Не знаю, что хорошего там в том Counter-Strike вашем. Ну, тоже киберспортивная дисциплина. Ну, понятно. Ну что ж, у нас получается полуфинал. Маракар, Big Size. Что думаешь по этому поводу? Я думаю, все равно Xfal выиграет этот турнир. Ну, судя по тому, что... Ну, блин. Дай, как говорится, помечтать. Чё? Я все-таки буду надеяться, что будет Big Size хотя бы Экскаль. Ну, ты Потому видел что вчера, как Маракар- у Big Size просто... Big Size Excel просто сухого места на бойке не оставил. Видел? Ну, Бойко он сам по себе сейчас играет чисто ради участия. Он очень сильно подсдал последние моменты, прям очень. И это видно, что игрок подзабил на игру и резко стал играть хуже. Ага. Так, ну Маракар. А хрен его знает, я вчера смотрел Big Size Фарго, там, конечно, Big Size ошибок мало совершал. Тот же Фарго делал ошибки, за счет чего и проиграл. Ну, Маракар, конечно, это... Я думаю, что Маракар пройдет Big Size. Я думаю, что Маракар будет в финале. По-любому. Ну, Я думаю, у кого из них читы лучше, тот и победит. Ну да, ну да. Ладно, короче, будем на сегодня тогда заканчивать. Всем спасибо. Всем спокойной ночи, всем удачки. И пока отпускаем Ридика, пусть уже идет отдыхает, он же бедный, несчастный, устал. ну да, что-то меня прям под конец высосало вот это вот Да, последние ну, все слушай, силы. 3 часа 22 минуты стрим у нас идет. Это, считай, мы с реплея в стриме. У нас не было никаких особо задержек во время трансляции. Вот. А представляешь, они там часов 5, наверное, играли. С задержками, как положено. И со всеми атрибутами. Ладно, все, ребят, всем спасибо, кто смотрел. Всем спокойной ночи и пока. Удачки. Пока-пока.